Don't look down. No gravity when you're with me. Light years from home till I found you. A galaxy in front of me, going up above. Don't look down. I travel a million miles for you. Going up above. Don't look down. Don't look down. No gravity when you're with me. Light years from home till I found you. A galaxy in front of me, going up above. Don't look down. I travel a million miles for you. Going up above. Don't look down. Don't look down. Don't look down. No gravity when you're with me. Light years from home till I found you. A galaxy in front of me, going up above. Don't look down. I travel a million miles for you. Going up above. Don't look down. Так, ребят, всем привет, всех рад видеть. Сегодня вечер майнинга у нас. Если честно, я давно не играл в Евку, немножко был занят, прям соскучился по этому всему делу. И через 10 дней подходит время оплаты всех аккаунтов, поэтому сегодня максимально так лампово покопаем, поразбираемся в различных вопросах. Короче, крайняя моя сессия в Еву закончилась тем, что я насканил ВХшку и полетел туда копать газ. Причем нашел две газовые аномалии. И газ был С50, С60, С70, С72 и С84. Короче, я винтурками так нормально прям покопал. Довольно-таки прям, ну, очень неплохо покопал. Но беда в том, что ВХшка оказалась занятая, да, кем-то уже, то есть обжитая. И, собственно, прилетела Сабра, раскинула, короче, бубль и абсолютно
Весь мой флот был слит, лопнут. Причем я успел накопать порядка где-то, наверное, на 600 миллионов газа. Ну, в общем, такая история. Поэтому сейчас нам нужно восстановить, во-первых, парпойку и вентурки наши газовые. Это мы сейчас быстренько сделаем. Но для этого мне нужно будет сейчас пересесть. Так, все верно, я же сейчас... Ага. Мне сейчас нужно будет прожечь синку себе. И сесть на... рорку. Сейчас быстренько вот этим организационными моментами займемся, быстренько. Я просто пригоню в точку системы, где я живу, мой флот. Покопаем гравики сегодня, покопаем лед обязательно. И если получится, попробуем еще раз покопать газ. Но я так понял уже для себя, что все-таки газовая тема, она не для соло, так скажем, майнера. Потому что, ну, желательно, очень желательно, чтобы... Желательно, чтобы все-таки... был какой-то флот поддержки. Ну, допустим, вы летите карпой, ты говоришь там, ребят, там, давайте ВХшку, если вы хотите, там, кто ПВП крыло, они пофанятся, по ПВПшатся, допустим, а кто-то по краби, допустим, в этой ВХшке, да, кто-то покопает там газ там и прочее. Поздорову, пан стример. Из интересного, планируешь ли Winter Nexus крабить по компательной части? Winter Nexus. Слушай, я, если честно, еще не изучал, что за Winter Nexus, но если это будет что-то интересное в плане копательных ивентов, конечно, конечно. Я только как бы буду рад, если что-то будет интересненькое такое. Вольте, привет. Все, там лярды в час. Халки докачал. Да, Халки все в пятерочку. Халки у меня сейчас все в пятерочку. Сейчас, ну, в основном саппорт скиллы подтягиваем. Так, давайте сейчас я пересяду в плончик рарководный. Окей. Поехали. Сядем на рорку. А, сейчас еще флотик надо будет прокинуть. Так, где наша татарка? Летим на татарочку, забираем ророчку, летим в торговый хаб, закупаемся всем, потому что мне еще надо топляка, кстати, подкупить. И, пожалуй, наверное, вот в эту систему, сейчас, секунду. Тут у нас есть и колоссалы, нормус, и ларджовый, и медовый, поэтому полетим, потом покопаем гравики для начала. После того, как строим лардж, колоссар и энормус, скорее всего, полетим, покопаем лед. Ты мне с лазером для бурения расскажи, я не вдупляю, чем отличается их куча? С лазерами или с майнинг стрипами, потому что это разные вещи очень. Ну смотри, если давай сейчас я на рорку сяду, пока буду прокидывать флот для лопаток, я тебе объясню. Смотри, в общем, если мы говорим о... Так, сейчас, секунду, я всех подглушу немножко. А еще параллельно просто Discord. И немножко отвлекают. Все, я сейчас всех приглушу. Так. Лучше и то, и ТЛ для глупых кемперов. Не понял я. Смотри, вот давай возьмем оровские стрипы. Ты говоришь, что если вот про стрипы, то лучше самые оровские. Если денег как бы нету, но есть уже вкачанные, допустим, Т2 кристаллы, то лучше всего копать в небольшое количество лопат, ну там Б-тайп кристаллами, но ты будешь очень много руды в отходы переводить.
Если лопат много, но денег нету, все будь наоровские, ты тогда копаешь А-тайп ты вторыми кристаллами. Вот профильную руду. А что касательно именно лазеров, я про все линзы говорю, я кемпер, да? Тогда просто в чем... Блять, немножко меня бесит Дискорд. Столько сегодня что-то болтовни, но воскресенье, понятно, у всех хорошее настроение. Дядя Кама, привет, спасибо большое, спасибо от души. Очень приятно. Короче, смотри, Волт. Что такое вот эти все линзы? Есть типы руд, разные руды. И вот, грубо говоря, определенная линза идет вот под определенную руду. Плюс еще есть качество линзы, допустим. Какая-то линза дает меньше отхода, но меньший объем там руды получаешь в карго. Какая-то линза дает больше руды в карго, но дает больше отхода по руде. Ну, короче, вот, грубо говоря, как-то так. Так, давайте сейчас я быстренько прокину флот. Так, я сначала прохожу в одну сторону. Не закрываю окошко. Потом сейчас... Кто меня только-только смотрит, чтобы понимали всю рутину майнера многооконника. Так, теперь мне надо состав флота. Я же здесь вот. Теперь надо составы флота перекинуть в стахановцы. Перекинуть всех моих чувачков вот сюда. Нашего Аумера поставить вот сюда. Меня поставить вот сюда. А Эдди поставить в Думзике. Вот и все. С флотом разобрались. Я буду готов его расшарить. Уже там для каких-то целей. Почему я одну лопатку всегда закидываю в руководитель сквада, чтобы в случае, если я, допустим, отварпываю роркой куда-то, ну, допустим, выгрузить там лед, мне нужно, чтобы я мог весь сквад в случае там опасности все лопатки отварпать. Поэтому есть вот общий варп для всех и есть еще чисто лопаточный варп. Лето, привет! От многоконнику. Привет, дружище, привет. Сейчас есть if о превью с хэдкеями и группами. Я видел, я еще просто не разбирался, потому что, ну, что-то не было времени. Но обязательно разберусь, и тогда будет удобно каким-то хоткеем просто вот так вот перещелкивать окошки. Это прям то, что нужно. Я думаю, на днях обязательно этим займусь. Так, ладно, это окошко мы настроили. Цинка у нас на готове. Сейчас давайте вот эту манипуляцию еще проведем сразу. Я всегда ставлю рарковода, ну, бонусника, в список наблюдения на каждую лопатку, чтобы в случае чего я мог именно сделать approach, а не регрупп флота. Потому что, объясню, вот сейчас, когда будет копка, еще раз. Когда делаешь approach, у тебя лопатки подлетели к бонуснику и все, и остановились, не двигаются. И так как я копаю в enormous large контейнер, в большой космосе, мне нужно, чтобы все лопатки были статичные и находились рядом с этим контом. А если я делаю регрупп флота, они постоянно шевелятся, и бывает так, что когда мне нужно именно перекинуть руду в контейнер, лопатка отлетает на там 3000, допустим, километров, и все, и я не могу на 3000 метров, и не могу, допустим, просто переложиться. Так, теперь давайте на всех лопатках включим Intel. Это такая подготовочка. Но в этом есть свой кайф, отвечаю. Ну, как бы мне в одно окно уже просто скучно в Еве. Да, иногда, конечно, разбавляешь ты какие-то PvP вылетами в составе там флотов. Но вот это вот все офигенно очень. А как на альфе копать самый лучший способ есть? Я максимум придумал что-то, что Рокс метод...
Вольте вообще как бы копать на альфе самое тебе будет выгодно, если ты возьмешь винтурку и будешь копать ВХ газ. Будет, ну вот, самое мега выгодное, отвечаю. Если альфа аккаунт, то только газ. Газ ВХшный, C50, C60, C70, 72, C84 и тому прочее. Если ты, допустим, в какую-то карпу вступаешь, которая живет в ВХ, как бы чисто для альфы я бы посоветовал так сделать. Да, в одно окно уже нереально скучно. Параллельно начинаешь YouTube смотреть, Discovery закрывать, косынку раскладывать. Да. Блин, Вольте, именно что касается вот труды, если ты хочешь как бы, ну, более-менее какие-то деньги ощущать в исках, да, ну, я вообще не вижу другого пути, кроме как газа на альфе. Потому что если копать, то только на, там, хотя бы ретривер каветер, хотя бы. А по дефолту, ну, все это Халк, много Халков. Чем больше Халков у тебя, тем лучше. Тут как бы вопрос, ну, хорошо. Ты вкачался на Халк, полетел в нулевую карпу и, так скажем, копаешь под бонусами у кого-то там, под крылом Рорки. Ну ты будешь свои там 100-120 миллионов в час иметь. Ну я понял. Ну короче, смотри, смысла нету никакого копать Рокхом там или там, не знаю, Хуриком с лазерами. Ну вообще нет. То есть если вопрос вот именно стоит в этом, типа стоит ли стоит, ну вообще не стоит. Ну просто в Еве есть куча других занятий для альфа аккаунта, которые намного выгоднее и намного быстрее позволят нафармить там 2,5 миллиарда исток, чтобы купить альфу за плексы. Ой, омегу за плексы. Поэтому если именно с точки зрения вот копать, чего-то там добывать, добычи ресурсов, то это только газ для альфа. Ну там реально там что-то такие цифры получаются очень-очень крутые, что проходя какие-то там миссии и тому прочее на альфе ты столько не поднимешь. Реально, ну, выгодная тема. Халк Т2 это пипец вложений. Сколько 4 месяца на мегу и скиллы еще? Ну не. Нет, смотри, если ты, допустим, вот у меня в ютубчике в описании, да, под роликом есть такая штука, как скажи мне, моя реферальная ссылочка на этот. Так, сейчас что-то у меня тут с ОБС немножко какие-то непонятки. Реферальная ссылка на создание аккаунта, по которому, если ты вот по ней создашь аккаунт, тебе 1 миллион СП дают в подарок, так скажем, на Ачара. Так вот, вот этого 1 миллиона СП хватит на то, чтобы посадить уже альта на каветер. То есть там хватит на каветер с Т1 стрипами, сразу покупаешь ему оровские стрипы, и ты, получается, в принципе, же более-менее сносно можешь копать примерно лямов 70 час под бонусами Рорки в нулях. То есть как бы вот такой момент. Так, ладно, что-то я заговорился, давайте, прожигаю цинку, мне надо сейчас... Мне надо метнуться, собрать... Так, цина ап. Все, погнали. Сейчас мне надо собрать парпойку, надо собрать винтурки быстренько. Ну, благо фиты уже есть, мы проработали. Они, кстати, работают довольно-таки неплохо. Для чего? Для того, что если вдруг появится ВХшка поблизости от той системы, где я обычно копаю, ну, я хочу еще раз газ попробовать. Потому что газ такая штука очень доходная. Какие оровские? Зеленка, фракционные которые. Ну, в целом у меня так и получается. Но нет, миллиард. Ну, смотри, сейчас покажу. Если мы проговорим про нули, получается сам хук Халка. А, подожди, нет. Все же намного проще. Мы можем... Что такое? Все намного проще. Мы просто заходим в фиты наши. Вот, допустим, Халк 40 с трипами. И вот сейчас, допустим, по ценнику 1 DQ давай посмотрим.
Ну, это плюс-минус ценник по жите. Ну, в жите, конечно, подешевле будет. Ну да. Выходит 864 миллиона. Ну, жите это будет, ну, где-то, может, 750-700. Ну, исходить надо из этого, да. ВХ Манер, привет. Привет, Трайпис, привет. Да блин, я вот крайне, говорю, вылет сделал, нашел ВХшку недалеко, пролетел, просканировал, все, нашел 2 газовые аномальки с хорошим газом, который мне нужен. Накопал почти на 700 лямов, короче, ну быстренько довольно-таки. Блин, и прилетает Собра уже на 2-й газовой аномальке. Раздувает бубль, прилетает Джеки Чаны, короче, и просто весь мой флот ложит нафиг. Немножко было, конечно, неприятно. Так, ну тем временем давайте соберем. Нам нужно парпойку. Коль мы ее слили. Так, порпойс. У нас это газокэп. Да, вот он наш газокэп. Все эти есть. Дрончики есть. Отлично, газокэп. Так, да, все, мы сейчас все покупаем. Окей. Угу. А это правда, что если ты в гунах, то продавать надо все им и фармить только на их правилах? Нет, неправда. Нет, то, что есть правила, и, соответственно, ну, если ты будешь нарушать правила какие-то, тебя за это не похвалят. Но, опять же, нет таких правил, которые тебя привязывали бы только продавать гунам. Нет, ты, помимо того, просто объясню, как в гунах устроена вот эта вся система. То есть, смотри, получается, в гунах есть очень хорошая система логистики. То есть, ты можешь выставлять курьерки из нулей в житу, и обратно из житы сюда вот в нули. По-моему, даже по несколько раз в день ходит, короче, рейсы фур. Вот, и ты без проблем все, что здесь нафармил, там офицерка или там, допустим, пожатая руда и тому прочее, ты можешь за абсолютно там за адекватные деньги, небольшие, отправить в житу и продать все в жите. Никто тебя не заставляет здесь все продавать. Но опять же, здесь скупают руду по цене практически житы. Ну там плюс-минус, да, какие-то проценты, конечно, там минусуются, но если тебе надо прям срочняк, ты можешь прям вот, я могу, вот у меня сейчас куча руды, я могу прям сейчас, допустим, контракт выставить, люди заберут по цене жита минус, допустим, там 15% или там 5%. Я сейчас точно не помню, но там какой-то небольшой процент. В общем, нету каких-то таких строгих ограничений, что типа вот в гунах только вот так. Нет, такого нету. Так, сижу, копаю руду ВХ. Нет, закрадываются мысли заарендить системку в нулях. Стоит ли оно того? Блин, да я, ну, если честно, не знаю. Может быть, даже тебе не стоит арендить системку, а ты можешь вступить в гуны, допустим, там, в нашу карпу. И копать в абсолютно в любой системе, в Дельвиль, ну, в период базис. Ну, в Гунспейсе, в абсолютно в любой системе. При этом тебе обязательство, допустим, будет выполнять 5 стратегик папсов, ну, каких-то 5 вылетов в течение месяца. И не надо аренду. Причем тут ты можешь арендовать, допустим, луны. Вот я, допустим, у меня сейчас 4 луны я арендовал. Именно под свое собственное. Так, вот где календарик? Короче, 4... А, кстати, подождите-ка. Где календарик? У меня сегодня луна же выходит. Мы сейчас полетим взрывать луну. Сейчас, секунду. Сегодня же 12-е, да. Да, у меня луна сейчас... Все, мы сейчас, короче, как раз-таки лопатки собираем. И летим луну взрывать и будем копать луну мою личную. Так вот, вот смотри, получается 4 луны. Там считается по проценту. Чего-то там, короче, считается по проценту. По-моему, даже не по большому. Там 3% от стоимости вот общих ресурсов на Луне. Вот такая тема. Так, ладно, давайте покупаем парпойку. Все, купить.
Купили, теперь я вот ее просто делаю оснастить, да? Да, оснастить газокэп, окей. Все, и теперь винтурки, мне надо 12 винтурок. Так, стоп, тут убираем. 12 винтурок и полетели в Луну. Я же совсем забыл, что сегодня 12 число, блин, у меня там винтурка. Почему я не могу ее? Че, газососки? А, ну правильно, я себя не учил. Так, давайте вот в этот фит. Добавим еще пробки, потому что, блин, у меня уже тоже была такая проблема. Так, Sisters. Вот эти коры, ага. У меня, короче, была такая проблема, что... Давайте, наверное, по 16 зарядим. Была проблема, что я прилетаю, короче, в ВХшку фармить газ. Скапываю, короче, одну аномальку, вторую. Все как бы удачно, типа тебе нужно вылетать. Я лечу на букву ВХшки, где был выход, ну, как я заходил. А ее уже схлопнули, поняли? И у меня ни в одной парпойке не было пробок. Хотя я проб-ланчер этот зафитил. И все, и тупо мне пришлось селфдестракать весь флот опять же. Жалко было. Хочется свой домик застроить, потому с ВХ начал и продолжаю. Да, ты же можешь и здесь поставить домик в виде своих цитаделей. Тебе никто не запретит, ты просто будешь какие-то именно альянсовые пошлины платить за это, и все. Но лучше вступить в Karma Fleet, там папс месяц. Ну, не знаю, для меня не лучше. Честно. Для меня гуны это самый топовый альянс. Наша карпа самая лучшая, поэтому... Уже исходя из опыта говорю, что... Гуны топ. Так, давайте покупаем комплект 12 винтурок. И у меня еще была проблема, что у меня 3 лопаты вот эти умели, вот этих дронов. А все остальные нет. Так, 210 лямов у нас есть? Есть. Хватает. Так, и сейчас сразу мы тогда оснастим. Тоже получается 12 комплектов. Блин, как вот эту фишку сделали удобно в Еве? Вот это вот массовая штука. Я просто в Еве-то давно уже, практически с того, как она вышла. И вот раньше это прям была дилемма: зафитить 12 кораблей и раздать их альтам. Так, давайте-ка покинем симуляцию. Сейчас быстренько мы всем прокинем трейды. Сейчас всех посадим на винтурки. Прыгнем в нашу домашечку, так скажем. И начнем. Взорвем Луну, кстати. Если будет синий взрыв, вообще будет прикольно. Я, кстати, буду первый раз Луну взрывать. Поэтому у меня прям сегодня такой веселый день. Так, ангарчик, давайте-ка. Вот так сейчас поступим. То есть я закидываю памс, делаю принять и отвожу в сторону. Закидываю, нажимаю принять и отвожу в сторону. Закидываю, нажимаю принять и отвожу в сторону. Ну, вот такая рутина есть, да. От нее не денешься никуда. Зато я вот всегда думал, в чем вот этот интерес, да? А ведь на самом деле, посмотрите, майнер-многоконник, это по сути некоторая симуляция большого коллектива. То есть я сейчас, допустим, играю в 14 окон. Если бы каждое окно это был реальный человек, то есть это 14 человек, да? То есть я как бы некоторую такую создаю жизнь. Ну как это можно еще назвать? Некоторая симуляция большого коллектива, да?
Ну и, кстати, как я уже говорил, из майнеров-многоконников в целом это уже такая неплохая заготовка для ФК, который будет вводить в лоты. Так, все, сели, уселись. Угу. Садимся. Кстати, да, сейчас, секунду. Коли мы сели, сейчас сразу еще с дронами разберемся, потому что у меня вот эти вот 3 лопатки, вот эти нижние, они дрончиков выпустили, все хорошо. Я закинул, причем дроны... Сейчас. Я закинул дроны специально фракционные, чтобы они были подомашние, но... Как выяснилось, у нас какой-то там один скилл. Легкие боевые дроны. Вот серьезно, и ты из-за этого мне не давала. Я не хочу в это верить. Я же, в принципе, вас прокачивал. Не, давайте, да, в 4 сейчас сгоним их, да? И, в принципе, поставим в пятерочку 5 дней. Я сейчас сразу тогда СПшки тоже сделаю, чтобы у нас прям чики-пуки все было. Так, а что в 5 сколько там надо? Ладно, пусть так учится. Это для этих. Все. С этим сделано. Так, теперь я не сохранил. Вот опять же, да, ошибка какая. Ладно, я тогда пробки я сейчас пробки в одну из каких лопаток возьму. Хотя надо будет везде. Кстати, да, ФК навыкой прокачивается быстро, да. Тари, где кепка? Блин, да сегодня вот что-то хочу без кепки немножко. Вот она, кепочка, кстати. Она здесь, она всегда со мной. Но сегодня без кепки, пацаны. Немножко жарко, сейчас еще дали отопление. Я сижу рядом с батареей. И у меня в кепке немножко лысинка моя прям мокреть начинает. Ох. Газосос. Блин, но вот это, короче, засада, конечно, с дронами меня немножко... А давайте сделаем сейчас немного по-другому. Я вот так вот сделаю. Сейчас, секунду. Во вторую, 3-ю, 4-ю и в 5-ю. Чтобы просто сейчас вопрос на вот это не тратить все дело, мы вот так сейчас сделаем. Вот так. И я могу скопировать, да? Могу скопировать знаки в буфер обмена. Все, я вот так вот копирую. Вот так вот делаю бамс. И все, у нас то, что нужно, прокачано. Все, погнали сейчас по следующее. Сейчас пересаживаемся. Дизлайк, отписка. Так вот ты куда клонишь. Ты, значит, на мои стримы чисто из-за кепки. Ты к кепке приходишь. Сколько был ВХ коллективах, все равно тянет нули. Как обстоят дела с прокачкой системы? У вашей корбы вообще в целом какой расклад? У нас все системы прокачаны в топ. Но если говорить про Delph, то здесь все системы в топ вкачаны. У нас еще региончик ПБ есть. Как бы там сейчас тоже, ну, очень неплохо. Но не прям все вкачано. Но у тебя есть выбор, где, допустим, жить, поэтому... Вот что касаемо, именно говорю, жизни вот в Гунспейсе, в Империуме, тут очень-очень для вот этой тыловой жизни очень все прекрасно. Так, вот мы скопировали, теперь заменить действующий план Свейнлагов. Вот я просто хочу убедиться, что все отлично. Средние пошли, легкие. Окей.
Прям замечательно. И вот так вот применяем. Прям шикардос, то, что нужно. Почему я, допустим, смотрите, делаю так сейчас? Ведь, ну, может быть, кто-то мог задаться вопросом, типа, нафига сейчас такой геморрой? Можно было винтурки все засунуть в рорку и парпойку в рорку и типа прыгнуть туда, в домашку. Но так не получится, ребят, потому что мне же надо все лопаты, все окна прокинуть именно в ту систему. А вести флот яичек, так скажем, не совсем не хочется. Поэтому я сейчас просто андокнусь всем флотом и сделаю групповой прыжок роркой. И все. Ну вот что мне нравится, Еве, постепенно такой расклад, что ты постепенно как бы прокачиваешься, получаешь опыт. Вот я вот тоже вроде когда собирал вот этот формат винтурок и парпойки, я вот дронов-то закинул, но я собирал это на мейне. И там у меня, соответственно, дроны все проучены. Вот. А я уже когда вылетел, ну, вообще не подозревая, что у меня может быть такая ситуация с этими дронами. Так, а тут нету скиллов, да? Тогда... Ну ладно, оно сейчас подтянется само. И получается, я прилетаю в газовую аномальку, такой скидываю дронов раз, второе, третье окно, четвертое скидывать. Ага, ну чтобы в этот в ассист передать. А оно не передается, думаю, да ёшкин кот. Как так? Как такое возможно? Максут, привет, братишка, привет. Эй, куда пропал? Кепка КД. Ну, салам. Да кепка здесь. Чухо придется его одевать, наверное, кепку, да? Ладно, сейчас мы копать начнем. Оденем кепку. Так, это у нас какая? 9-я лопатка. Тут скиллы есть. Отлично. Так, и вот эти молодые лопатки. Тут может быть сейчас немножко другая ситуация. Мы сейчас посмотрим. Тут заменять не будем. Младшая как? Норм все? Да, чуть-чуть болеет сейчас. Вот укольчики колем. Опять подпростыла. То ангина обноенная была. Сейчас немножко пневмония была. Но уже все намного лучше. Тут-фу. Да, вот этот возраст у меня, что вот постарше, я помню, так скажем, такой возраст, когда иммунитет бурно реагирует на всякие вирусы. И частенько температура так лихорадит. Поив, могу быстро ввести в курс дела. Игра для тебя изменится. Лето, да я как бы там в курсе, в принципе. Там в конфигах надо будет прописать просто группы и хоткеи, которые будут биндиться поверх всего остального. Я уже так поверхностно с этим всем ознакомился. Так, тут все-таки придется ручками прокинуть, потому что у меня здесь важные стоят скиллы. Это самые молодые мои 3 лопатки. Вот, поэтому сейчас их так зальем. И полетим уже. Кстати, я вот пока сижу, надо, в принципе, цинку вести уже. Все, цинку я тогда уже увожу. Отлично. Турка. Так. Все, 2 лопатки осталось, ребят, и уже вылетаем. Да, иншаллах, Максут, да. Согласен, слава богу. Так. Закидываем.
Самые молодые лопатки. Ну, получается так, потому что вот есть 3 самых матерых старых лопаток и 3 самых молодых. Блин, я чуть балкон открою, чуть жарко, капец. Опа, дрончиков. Вообще эта тема интересная. Когда много лопаток. Я вот сейчас просто смотрю, уже подходит тот период, когда лопаты, грубо говоря, ну уже очень скоро закончат полностью обучение свое. Ну, то есть их уже в плане там майнинг кораблей развивать уже некуда будет. Ну и вот, соответственно, что я буду следующее прокачивать в них, это иштары. И представляете, флот в 13 штаров, даже в 14 штаров. Вот это будет прикольно. То есть я смогу даже какие-то вещи, допустим, может быть, делать в соло по дефу системы, да? Объясню. Иштары же довольно-таки легко, ну, ты просто там на мейна Иштара с таргет пейнтером делаешь ассист дронов. И, грубо говоря, мы будем иметь почти 14 на 600, даже давайте умножим, это 6000, короче, 8400 ДПС с дронов. А там же можно еще разбавить, допустим, один иштар закинуть, там, ситкующие, да, дрончики, или там через один ситкующий, через один эти джам. И это все в ассисте, это просто, ну, это действительно интересно. 14 штаров, которыми ты управляешь. Я к тому, что если, допустим, вот прилетел какой-то не там нейтральчик, чтобы не сидеть в доке. Ой, что я сделал? Секунду. Где дроны? Блин, когда клиент был на английском, мне было проще ориентироваться. Управление дронами где? Ракет, поддержка флот. Управление, вот они, наконец-то. Ага. Я вкачал вот эти. Мне получается до 4. Вот так, ага. Вот, и допустим, если прилетают какие-то нейтральчики или там мини какой-то там этот флотик, то чем сидеть, допустим, в доке, это все пережидать, ну, было бы прикольно какой-то отпор дать им. Иштар, Виштар, орку-ка смотрю. Какую орку? У меня сейчас нет орки. Так, все. Цинка у меня уже на подходе. Давайте андокаться. И уже... стоп, андокаться. Надо же закинуть газокэпа. Все, газокэпа закинули. У меня с топляком... Вот так. С топлячком у меня все хорошо. Так, все, с топлячком все хорошо. Погнали. Будем потихоньку. Так, все, цинка на месте. Левых никого нету. Отлично. Мы сейчас тогда сразу и полетим. Так, ну супер. Все, отлично. Все андокаются. Рорка уже андокнулась. О.
А, Пагановскую. Почему вы так думаете, что я ее продам? Я же сказал, это реликвия. Сейчас, секундочку. Где она? Вот она, Аркаим. Она никуда не делась. Она будет как реликвия на этом канале находиться в житии. Я же говорю, я еще буду ее использовать для копки Вильдспара, когда мне нужно будет много тританиума. Так что, когда проспекты? Да блин, сейчас дроны подтянутся. Основные скиллы вот на этих молодых лопатках под майнинг, которые... О, стоп, мне же надо сделать регрупп. Сейчас, секунду, я регрупп сделаю. И мне надо подождать. Так, а мы, наверное, остановимся, да? Остановимся. И потом выучиться просто... Ну, опять же, вот я вот просто посмотрел. Вот проспекты сейчас... Ну, блин, дорого. И как бы смысла не вижу. Почему? Потому что винтурками-то копается довольно-таки неплохо. Там что-то получается, я вот залетел там за, грубо говоря, 10 минут. У меня получилось в карго уже больше 150 лямов. Это вот в 12 винтурок, да, грубо говоря. О, кто-то еще Рорко Это че? Да, не Сау. Это знакомый ник. Ой, а зачем я ему кинул? Нет, не надо, простите, ребята, я не хотел. Молодые лопатки, как будто с политех колледжа набрал студентов. Ну да, студенты еще. Ни хрена не умеет, учить надо. Даже не с политех колледжа, а с Фазанки. Где шахтеров готовят. Так, вроде все мои подлетели, да, винтурки? Нет, еще вот, еще на подлете. Так, ну, в частности, я уже могу же цинку прожигать, правильно? Давайте, короче, я цинку жгу. Все, винтурки все мои здесь. Цина ап. Делаем совершить. А знаете, в чем я ошибся? Я не взял портал. И скорее всего, у меня он даже не лежит в ангаре флота, не лежит ни... Ну ёпарасоте. Ладно, хрен с ним. Тут недалеко. Придется лопатки сейчас вести этим. Я что-то заболтался, блин, с вами. Хаулуса, бородатый брат. Думзик, привет, привет, дружище, привет. Здрасте, что копаем? Да сейчас будем копать луну. Будем копать гравики, будем копать лед. Короче, сегодня план покопать все подряд. И в конце, если что-нибудь там по ВХшке будет и по газу, попробуем полететь, добыть газ и не слиться. Так, все. Газовую штуку давайте мы сюда закинем. Еще раз я проверю, что у меня все хорошо по топляку. Контейнеры есть. Все, отлично. Так, ну, полетели тогда. Ну, если бы было прям далеко, я бы, наверное, сейчас просто еще раз вернулся цинкой. Уже с порталом. Но так как не совсем далеко, мы сейчас вот так просто группой пролетим. Это вот к вопросу о том, для чего я делал вот такой вот формат. То есть вот от этого вот аумера, вот этого, я поставил
руководителя сквада, чтобы в случае чего я мог делать флит-варпы. Юрий, здорово. Без рорки есть смысл копать мерк в нулях? Ну, почему нет? Можно. Ты имеешь в виду, напиши, пожалуйста, Димон, сколько у тебя лопат? Потому что, как ни странно, это очень важно. Количество твоих лопаток. Если даже у тебя, в принципе, 2-3, ну почему нет, да? Мерк вообще такая, кстати, сейчас мы, сейчас мы попробуем еще мерк, наверное, покопать. Вот, конечно, был бы еще какой-то функционал, чтобы кнопка Fleet Jump. Вот это было вообще шикарно. Что просто берешь и сразу весь свой флот пропрыгиваешь. Так, что, все прошли? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот, 12. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, все прошли. Погнали дальше. Два скифа, Халка. Да, мерк можешь копать и без бонусов. Лучше в 2 Халка, да, покопать мерк, чем этот. Размечаешь билды. На одном из стримов я показывал. Возможно, и это в виде гайда тоже где-то выложишь, чтобы тебе удобно было. Сегодня снова будет слив, как вчера. Варион, привет. Да не-не, я просто... Пока что, так скажем, готовлю, чтобы у меня был комплект для копки газа, потому что если ВХшка появляется где-то рядышком, было бы неплохо на нее полететь. Но в следующий раз я уже не полечу вот так вот соло просто. Я все-таки, наверное, предложу, может быть, кому-то будет ПВПшникам интересно, может быть, там совместить еще с крабом аномалик в ВХшке. Но уже один не полечу, потому что какой-то флот прикрытия должен быть. У меня-то, в принципе, слили, если вот посмотреть по борде. Там не так много-то было этих всех. Там Сабра была. Типа, как же он? Аспрей, Нави. И что-то еще там. 2 каких-то цептора. Короче, там их штук 6 шипов было. Так. Полетели дальше. Про варпи проход прожимать? А, то есть ты имеешь в виду, пока варпают? Ага. Ну да. Кстати, да, спасибо, это годно. Если, допустим, система какая-то длинная, да, то это вообще шикардос. Так, что там у нас получается? Все прошли? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, все 12. Полетели на татарку. Такой функционал есть. Будь аккуратней, нам вчера в Дельф рорку слили, а я в деф-флоте был. Жалко, не задефали. Блин, бывает, конечно, да, что вчера вообще я слышал, неспокойно было. Да и сегодня смотрю, так не особо спокойно, поэтому... Сейчас посмотрим, возможно, я... Этот... Что сделать? Серьезно? Спасибо. Этот... Сейчас
я проверю, если у нас есть мерк на билтах, мы сначала быстренько пролетимся, соберем меркоцит весь. А потом полетим, у нас тут аномальки хорошие. Так, давайте сейчас всех задокаем для начала, потому что нам в любом случае пересаживаться на Халки. И, кстати, у меня сегодня прям почему стоит приписка, что топ майнинг, потому что у меня все сейчас 12 лопат проучены в Халке в 5. И это как бы очень круто. Так, все. Давайте-ка сядем на коврик быстренько. Надо же еще луну взорвать. Надо же еще луну сейчас взорвать будет. Так, давайте все-таки на коврика сядем. Выходные, да-да-да. Ставишь дестер, вапаешь флотом, пока летишь, прожимаешь всем. Автопилот. И ФК, потом флотом прыгаешь, окна сами в гайку проходят. Блин, нет, автопилот такая тема же, они ж потом пройдут. Ну, блин, опять же, это всем проставить дест. Это геморройно. Не, мне не нравится. Я уже как бы вот, ну, типа, чувствую, что я сопротивляюсь этому. Поэтому для меня, да, вот тот вариант, что я просто делаю флит варп. И в момент флит-варпа просто прожимаю каждому окну прыжок. И пока они летят, если длинная система, они просто успевают все пройти и все. Так, давайте-ка сейчас глянем быстренько, что у нас там по мерку. Если мерк сейчас в моих разметках есть, то полетим сначала, сейчас соберем мерк. Единственное, я не помню, вот что у нас с этими... 4 дня еще. Так, ну, у нас мерк тогда будет не 12 лопат, а 9 лопаток собирать. И мерк на билтах есть. Супер, отлично. Давайте сейчас еще раз глянем. Включаю варп-двигатель. Ёпа, РСТ. Чуть коврика не слил. Блин, я достал тебя уже, не хочу показывать навязчиво. Надо просто один раз показать, как я флотом летаю. Я им не копаю, я им дерусь, это боевой флот. С гайками и буками никаких проблем. Нет, ты имеешь в виду, что... Так, все, мерка дофига. Давайте сейчас, единственное, я бы хотел слетать на мою... Так, какая у меня вышла-то? Сейчас, секундочку. Вот календарик. Угу. Все, давайте сейчас летаем. Это что ли? Ага. Включаю варп-двигатель. Слетаем, сейчас взорвем луну. И посмотрим, что там. Может быть, сейчас и луну покопаем. Но у нас, короче, вот система сейчас вся богата. И мерк есть, и 3 хороших гравика, и луна. Поэтому сегодня прям копайся, не закопайся. Лето, блин, вообще интересно. Ты мне скажи, ты когда летишь флотом, вот на какую-то гайку, у тебя есть возможность весь флот автоматом, чтобы он в эту гайку зашел? Вот что интересует в первую очередь. Так, чё? Тизер, ага. Давайте зайдем. Как взрывать луну? Давайте посмотрим, как взрывать. Я что-то, если честно, никогда это не делал. Я так понимаю, нужно перейти, принять контроль, правильно?
Да, давай, давай, Лето, спасибо большое. Да, буду ждать ссылочку. Обязательно после стрима изучу все. Через автопилот должно получиться. Так. Боевая готовность. Кто взрывал хоть раз луны? Ну-ка, скажите мне, сюда надо нажать. Я ничего не выключу, правильно? Камешек уже подошел. Все, я, короче, нажимаю. Начался процесс раскола породы. Во-во-во. Это так взрывается луна, получается, да? Угу. Сейчас она бабахнет. Да-да-да-да-да. Так. Запускается лазер. Ну-ка, ну-ка, я такого не видел. Слушайте, ребята. Че, синий взрыв? Это синий взрыв? Это синий взрыв? Это то, о чем я подумал? Это же не стандартный взрыв. Синий взрыв. Я просто термин этот слышал. Слышал не раз, что синий взрыв. Да, Твинкин, да, это синий взрыв. Слушайте, ребята, мне завтра надо купить лотерейный билетик, потому что мне везет. Офигенно. Тогда мы сейчас просто будем копать эту луну. Обалденно. Слушайте. Синий взрыв. Первая моя луна. И такое вообще счастье приварило. Да, вот эта руда же, она вся вот она, голубая руда. Ну-ка, что за описание? Давайте посмотрим. В ней дофига кобальтита. Ага. Сверкающий... Да, короче, ну, блин, вообще шикарно. Так, давайте выставим ее. Ой, я сейчас выставлю. Извините, я не хотел. Поздравляю, удачно взорвал. Да, блин, спасибо, да. Я прям, самое честно, не ожидал. Так, а что она на 2 месяца выставляется? Аж на январь, что ли? А есть ли смысл так далеко выставлять? И давайте я чуть поближе выставлю. Где-то, наверное, вот сюда. Сегодня у нас что? 12-е. Так, я сейчас по календарику посмотрю. Я не хочу выставляться прям с этот. Я также выставлю на месяц. И пусть это будет... Так, 12 это будет вторник. На 13 число. На 13 декабря я выставляю. Вот так вот. Вот, на 15:00 по Еве. О, вот так. Все, начать. Да. И... я сделал опять ошибку. Я это в общий календарь закинул. Меня поругают опять. Ё-моё. На 13-е, да? Угу. Ну ладно. Ладно, ничего страшного. О, так она еще стреляет туда. Даже так. То есть, когда этот дрил выставляешь, он стрельнул в луну. Блин, я этого ничего не видел. О, что-то там происходит прям. Ну все, типа камень, да, потащил? Или еще не потащил? А как мне туда посмотреть? Ну-ка. Там смотрите, какая штука происходит. Экран мутный. Извиняюсь, я этот. Все, оно уже потащило камень. Отлично. Так, ну раз мы здесь закончили, сейчас еще так.
Топляк еще есть. Отлично. Так, погнали выходить. Убрал, ребят, убрал. Просто этот... Чтоб системку не палить. Блин, тогда, наверное, мерк мы отставим, да? Давайте покопаем Луну. Все, полетел я, короче, за... Так, а надо же... Так, секунду. Мне надо сейчас поставить... Мне же надо сейчас выставить буку. А, нет, хотя... все, это просто говорится... Так, я сейчас открываю файлик для бэпинга. На всякий случай. И прописываю, где я. Так, я, получается, нахожусь вот здесь. Ага, все. Здесь мы все сделали. Можно сворачивать. Громен, стример мутный, экран тоже. Ну ладно, чё уж взъелись так прям на меня. Так, здесь, я так понимаю, не нужно. Все, не нужно. Тут они на меня наварпают. Все, я тогда полетел, выставляюсь глазками в соседнюю систему. Выставляюсь глазками и полетел я тогда пересаживаться на Рорку. Блин, балкон закрываю, жарко. Вот, ты можешь дать инфу, что лучше копать? Я в Англии ехал, там только морфит сильно покупают, но копать альфа пец не может. Что лучше копать? Ну, копать, да все подряд надо копать, на самом деле. Я вот, как бы... Получено. Сколько у тебя активных окон? 14. 12 получается лопат, бонусник и цинка. Ну, она же глазки. Так, все, цинка пошла на обзорку. Мы садимся в Рорку. Так, лопатки. Не, я хочу покопать Луну. Не-не-не, надо Луну. Мерк он, так скажем, каждый день в этих бильтах. А вот... а Луна с синим взрывом, это уже интересно. Так, сейчас лопатки пересаживаем на оровские. Вот так вот я делаю. Раз. Установить. Все. Майнинг апгрейды стоят. Все как надо. Оровские стрипы. Отлично. Вот тоже к этой системе довольно-таки долго приходил. То есть, чтобы быстро это все делать. Вот, допустим, я просто пересаживаюсь на Халк. У меня уже есть сохраненные фиты. Для льда, для астероидов и для мерка. Я просто вот так вот делаю. Чинг, переключение. И то же самое на мерк мне переключиться тоже быстро. На лед тоже, потому что эти ледовые апгрейды переключаются и все. То есть все, я уже в несколько кликов лопаткой готов лететь. Фига, здравствуйте, пипец денег. За сколько ты окупаешь это? Да, на самом деле, если, ну, прям есть время поиграть, можно где-то... Ну, максимум за недельку, не особо задротя, уже плексами проплатить все эти окна. Ну, смотри, в среднем, говорю, у меня получается, если вот как бы все нормально мы копаем, ну, где-то лярд 200-1,5, в зависимости от там, условий, в час вот этим составом копать. А чтобы проплатить все 12 лопат,
надо примерно 30 лярдов. Ну вот, примерно вывод сам делает. То есть, ну, грубо говоря, это 10-20. Ну, давай так, 20 часов активной копки. О, не 20, нет, чуть больше. 20, наверное, 25 часов активной копки. Ну, а сколько ты разделишь это? Ну, давай там, скажем, на по 5 часов. Это, ну, 5 дней, да, по 5 часов. Грубо говоря, за неделю ты окупаешь оплату, вот, а дальше у тебя уже идет чисто доходная часть, такая очень существенная. Это какие? А-Type? А зачем мне А-Type сюда? Нет, все уже лежит. Что-то какой-то глюк. Так, давайте. Сейчас готовим халки. Летим, короче, луну копать. Блин, синий взрыв, прикольно. Не ожидал. Юра, ты реалов за пиропсов платишь? Пока что да. Пока что еще ни разу я не оплачивал исками. Потому что у меня не так, казалось бы, вроде время-то есть. И тут же его нету. У меня, вот, допустим, не было времени прям вот столько много-много копать, чтобы оплачивать исками. Но, допустим, вот этот месяц у меня 22 числа у меня заканчивается оплата. И вот следующий месяц я обязательно оплачу исками, потому что я уже порядка, наверное, 15 лярдов у меня есть. Ну, я накопал там, да, руды. И как бы у меня есть еще 10 дней. Я думаю, я справлюсь. Я хочу вообще на неделе, посмотрим. Может быть, среди недели, может в пятницу. Прям устроить такой майнинг-марафон. Чтобы прям вот там сколько останется, там 10, там 12 лярдов накопать для оплаты. Прям вот включиться и за один стрим, короче, это все сделать. Я думаю, получится. Так, какая производительность? Мой флот, Рорка плюс 12 халков копает примерно лярд 200, 1,5 лярда. В зависимости, говорю, от ситуации. Но в среднем, вот, допустим, лярд 200 в час получается. Можно еще больше. Ну, полторашку можно прям, если вот луна хорошая. Если 64-я луна, так там вообще там, не знаю, лярда по 3 в час будет получаться. Красота. Осталось у нас 4 лопатки переодеть и будем вылетать. Самый выгодный микроцит нет. А я тебе объясню ситуацию с микроцитом. Его очень мало. То есть, как бы по цифрам, да, это самая дорогая руда, но копать ты его не будешь вот большим составом много, потому что его мало. И даже то количество, которое оно вроде на битах он есть, да, но его там тоже очень мало. И ты как бы просто пролетел один раз большим флотом, ты его собрал, ну там, ну да, я так тоже часто делаю, но это от вечерней копки занимает там, ну, минут 40 пройти систему там в 16 бильтов и в 12 халков, допустим, собрать, да, этот мерк. В колоссалах, в энормусах, там, в ларджах их тоже его мало на самом деле очень. Там нету там такого количества мерка, чтобы там можно было сидеть там и 3 часа его копать. Ты там эти 4 камушка выкапываешь буквально, да, не знаю, ну, минут за 5, за 10 максимум. Да нет, даже какой там 10, ну минут 5-6. Поэтому ориентироваться на мерк вообще как бы смысла нету. Его нету в больших количествах, чтобы можно было им прям заниматься. Юрий, салам алейкум, алейкум ассалам. Удачной копки, лайк, жмякну. Рижан, спасибо большое от души, спасибо. А графики с большим мерком имеет место быть, да, согласен, но, опять же, их надо найти.
Вот я, допустим, сколько летаю, вот мне лично не попадался гравик с большим мерком. Там, да, там мерка дофига в нем. Наслышан, с корпом попадались. Но я вот сколько сканю, летаю. Мне еще, допустим, за, грубо говоря, уже год с лишним, да, что вот я с крайнего момента вернулся в Еву. Мне еще не попадался ни разу такой гравик. Поэтому, если, может быть, чисто летать, искать их, ну да. Не вижу здесь никаких противоречий. Но это не может быть постоянством. Так, все, андокаемся. Все, мы все на халках. Все на халках. Фух. Погнали. Сейчас чуть-чуть, скорее всего, подлагает. Док-андок. Ресурсная тема, блин. Хотя можно отдать должное моему компу, как бы нормально он переваривает все это. Нет, зачем тебе титан для проброса? Тебе для промышленных кораблей по типу Ретривер, Халка, Ветер, Макинава, Вентура, Парпойс достаточно рорки с порталом, потому что рорка может пробрасывать лопаты. Ну, то есть, тот же самый бридж, который открывает Титан для боевых кораблей, рорка открывает на эту Industrial Цину, допустим. Без проблем такой же портал, и ты можешь все свои лопатки пробросить. Ну, либо кто-то тебя просит. Ну, это, короче, такая стандартная практика. В общем, рорка заменяет Титан для вот майнинг кораблей. Тебе Титан не нужен. Надо остальные халки докрасить. Да, это еще желторотики. Мне тут Сокорп подарил другие чуть-чуть скины. Я сейчас покажу, какие. Так, давайте сейчас сделаем этот регрупп. Мне, короче, подарили сейчас я скажу, какая-то там фиолетовая такая штука. Вот такие покрасочки мне подарили. Прям все 12 штук. И еще и одежда мужская 12 штук. Я думаю, если я для рорки что-нибудь такое найду. А, кстати, на рорку есть такое? Ну-ка, сейчас. Сейчас, секундочку. Радиоактивно. Да, ну-ка. Ну, ярко. Может, мы сменим, так скажем, скинчик в ближайшее время. Может кто-нибудь посмотреть в житии, почем вот такой Роркал Radioactivis Reclamation? Почем такой скин на Рорку? В житии. А, в принципе, зачем мне блюрить-то? Полетели, короче, мы будем выставляться. Включаю варп-двигатель. Все, разворот все, потихонечку. Блин, ну синий взрыв круто. Я, кстати, не знаю, у меня это... Сейчас я скажу, какая это луна. По-моему, R8, да, R8 простая луна, но она тоже нужна. Потому что там много мунматов по типу того же Вильдспара, которые до хрена нужно этих для реакции, для постройки кораблей. Юра, привет, а портал Рорки может Харон пробрасывать? Харон? В смысле, что за Харон? Нет. Если ты имеешь в виду Фрейтер, нет, Фрейтер нет, не может. $5,2 лярда, блин, ну что-то дороговато. Ха-ха. Спасибо большое, спасибо.
Алексей, спасибо. Слушай, а я стартанул соло с 0 без помощи и доната. Хочу на Омегу летом до Халка. Реально к вам вступить и попробовать? Да, реально, без проблем. Конечно. Будем рады видеть. Так, ну чё, откуда начнем? У нас есть дальние самые, да? Они вот там. Господи, как много. А давайте с самых дальних и начнем. Примерно вот мне нравится вот это расположение. Вот сюда сейчас и всех полетим. Все, погнали. Включаю варп-двигатель. Будем выставляться. Вольте, да, тебе в целом сейчас газососку вкачать. Желательно купить фракционную, 2 штучки, и на винтурке полететь в ВХ, возможно в какой-то ВХ коллектив, ну может быть сам будешь сканить. И просто винтуркой добывать газ. Это вот сейчас для альфы самое выгодное, что ты можешь делать. Одно из самых выгодных занятий. Кто-то сзади. Ого, привет, тебя так давно не было, что я успел с каветров на Халке уйти в 5. Ну не так меня давно-то и не было, что ты уж прям. Меня не было буквально неделю. Так, прилетели. Все, у нас... О, у нас столько камней рядышком. Отлично. Все, так, кстати, смотрите, какой момент. То есть мне сейчас нужно рорку полностью застопать. Это первое. Прям обязательно застопать. Вот, чтобы она вот так вот не шевелилась. Возможно, я сейчас даже чуть-чуть вот отъеду вот сюда. Для чего? Потому что я сейчас буду выставлять Enormous контейнер. Ты посмотри, камни уже остановились или еще летают, чтобы не переварпывать. Нет, уже остановились, я уже так довольно-таки... А как мне посмотреть? Стоп, подожди. У них что, какая-то скорость есть? Нет, но я достаточно давно шлепнул. Паника действует на рорку или на весь слот? На лопаты тоже, да. На лопаты тоже действует, да. А как посмотреть, камни движутся или нет? Ёпта, как посмотреть их скорость-то? Что-то ты мне такую задачку, Руслан, задал. Как посмотреть скорость камня? Я попробовал разные руды фармить, лед, и понял, что не знаю, где и как найти все руды. Но если говорить про Еву сейчас, все руды раскинуты по разным системам безопасности. В Империи свои руды, в Лоу свои руды, в нулях свои руды. Вот примерно так. Обзорку раздвинь. Ой, не, ладно, короче, это сейчас геморрой будет. Я вот остановился и буду смотреть, камень от меня уходит, не уходит. Ну давай вот просто понаблюдаем за вот этим вот состоянием. Камни все стоят на месте. Все хорошо, все камешки стоят на месте. Да нет, у меня же сейчас эти блюры и все, это на самом деле на стриме делать такое себе. А где найти темную охру? В лоу-секах. Кто-то сзади. В темная охра есть в лоу-секах. Так, все, я остановился. Давайте, включаем Сидж. Погнали, включаем сжималку. Погнали бонусы. Погнали, выкидываем Энорму. Так, 2 сразу не надо. Мне надо только 1. Все, выкидываем контейнер. А, нет, сейчас, секунду, развернемся сначала. Все, будем выставляться.
почему я выкидываю контейнер, когда Рорка уже развернется в свое состояние и остановится? Потому что частенько бывало, что либо она отбампывается от этого контейнера, либо контейнер выкидывается вообще куда-то далеко, так скажем, от лопат. Ну, кстати, вот сейчас лопатки надо будет подтягивать к себе. Все, когда она уже развернулась, я выкидываю Энормус. Так, все, он рядышком. После этого мне нужно обязательно какой-нибудь там один... Блять. Какой-нибудь один скриптик туда закинуть. Для чего? Для того, чтобы он потом не пропадал отсюда. Все, и погнали выставлять лопатки. Лопаткой сразу смотрим. Все, мы дотягиваемся. Стопаем. Мы сразу открываем Энормус. И сразу, давайте, у нас сейчас радиус. О, 71 километр. Давайте-ка мы тогда вот эти вот дальние, вот эти сейчас камешки подберем. Все, и погнали прокапывать. А, Роркой сразу тоже, кстати, да, Роркой сразу возьмем какие-нибудь дальние, которые мы не копаем. И самые ближние вот эти вот. Потому что сейчас экскаваторов тоже все-таки выкинем на них. Все, и сейчас мы особо не гонимся за тем, чтобы типа сделать все прям супер-супер правильно. Мы смотрим, так, здесь 64, так, там, по-видимому, так, пришла непись. Мне нужно выкинуть гека. Мне нужно выкинуть приаторы. Так, и мне нужно сейчас быстренько отчекрыжить эту непись. Ай, блин, вот начинается с этой неписью долбаной. Надо нам было сейчас здесь, а? Так, давайте один дальний берем. Все, кого? Исер. Для чего я делаю капитальную шилдрепку на лопатке? Потому что вот лопату начинают прожимать. Я просто ее подкачаю сейчас. И, собственно, я абсолютно уверен, что с лопатой будет все хорошо. И поэтому я могу сосредоточиться дальше на выставлении. Так, все, в контейнер мы ушли. 64 здесь же, да, было? Да, 64, поэтому давайте вот эти вот 63, 61, 58. Я обычно дальние тоже собираю. Так, у этой бонуса не дали, скорее всего, да. 64 тоже, поэтому первое, что делаем, мы... Так, контейнер тут подходит. Все, выставляем. Вставляем дальше. И что-то где-то вот 58, вот эти вот, которые поближе. Так, чекаем, что у нас тут получается. Можно уже вот этот отставить момент. По неписи у нас осталось 3 штуки. Так, у нас гека чуть-чуть подпинывают. Ну все, они сейчас догрызут, все нормально. Все, давайте выставляемся дальше. Выставляемся дальше. Чекаем, что все у нас нормально. Все, пошли дальше выставлять. Вот эти 50-очки захватим. Так, погнали дальше. Десяточки, давайте вот тут вот 49 вот эти. И планомерненько мы вот эти вот все камешки подберем. Слушайте, ну луна это прям синий взрыв. Меня сегодня прям это некоторая удача. Просто я наблюдаю, там сокорпы часто взрывают. У нас и там есть ответственные по лунам. И постоянно обычный взрыв, обычный взрыв, обычный взрыв. Я думаю, ну видать это такая редкость. Что там синий взрыв, это критовая луна, круто. И тут на тебе первая моя арендованная луна, которая подошла к выходу. И она что взрывается... не день 100 грамм, что не день 100 грамм, а то и 150. Спасибо. Благодаря тебе открыл новый контент в Еве. Кто-то сзади, спасибо большое за поддержку, спасибо, дружище. Ну и рад, что мои стримы чего-то новенькое вам дают, что вам нравится. Еще раз спасибо большое, спасибо за поддержку.
Так, выставляемся дальше. Так вот, говорю, и вот этот момент, что это синий взрыв критованный, блин, ну вообще. Я как бы переживал, думаю, как вообще эти луны будут состыковываться с окупаемостью. Ну, в принципе, они окупаются. Ну, типа, я думал, нужны ли мне R8, типа, они же не очень доходные. Ну вот, первая моя в жизни луна в Евке оказалась синей. Это круто. Так, у нас так выходит, что очень хорошо, удачно упал контейнер. То, о чем я говорил, почему я не делаю регрупп флота, да, когда уже прилетел на копку. Все лопатки рядом с контейнером, и мне не нужно сейчас их куда-то двигать. И это прям кайфушки. Блин, ну тут, конечно, объем колоссальный. Наверное, может быть, сейчас еще мы кого-нибудь позовем из сокорпов, посмотрим на эту луну покопать. Все-таки критовая луна. Я не жадный. Все, так, крайняя лопатка. И уже будем входить в рецикл. Уже выставляться, в смысле, по таймингу, по временному. Чтобы все было хорошо. Все, все лопатки дотягиваются до контейнера. Это прям очень хорошо. Так, я уже слышал звуки переполнений. Тут у нас все нормально. Давайте соберем гека наша. Так, все, погнали. То есть, что мы делаем? Мы закидываем в Enormous, переставляем. Закидываем в Enormous, переставляем стрипы. Все, и вот так вот погнали, вот примерно вот с таким таймингом мы будем переключаться между окошками. Перекинул. И сейчас я прикину, что у нас получается с доходностью по этой луне. Ну, я думаю, что скорее всего критованная R8, ну, я не знаю, X2 будет она давать? Будет что-то приближенное к R16, R32 по доходности? Честно сказать, не знаю, но сейчас посмотрим. Возможно, все будет. Мы даже в тайминге укладываемся. Так, давайте я тогда Джанис открою. Сейчас я под Джанис гляну, что там к чему. И вернусь к чатику. Ох, а заосьминожили это как. Смотрите, как красиво. Когда куча окон у тебя копательных. Я вот этот вообще обожаю этот момент. Вот эти лучики, блин, как осьминог свои. Так, давайте-ка сейчас вот так вот сделаем. Сразу пожмем. Да ну нафиг. Боже мой. Так, давайте тогда. Что она весит? Я забыл переобуть. Не, хорошо, я сейчас тогда координаты сохраню. Да, Сиджа, сейчас выйдем. Я забыл сжималку, я сжималку поставил эту лунную. Ой, астероидную. На радостях, блин. Так, ну давайте тогда не по жатам. Все равно нужно по Жанису посмотреть после репроцесса. То есть мы сейчас за один прогон по одному циклу уже сделали 42 ляма. Блин, это выгодно. Это вот получается 2 цикла. Это меньше 2 минут и 42 ляма. Прям вообще круто. Для лун другая же. Да-да-да-да. Сейчас я быстренько, пацаны, слетаю. Сейчас я быстренько слетаю. Так, тут же вы не видите ничего, да? Да, тут вы не видите ничего. Я вот сейчас летаю быстренько один. Включаю варп. Вернусь и встану в Сидж.
Переодену, блин, я что-то поторопился, я совсем забыл, что у меня, оказывается, эти... Ой. Мы как-то взрывали 8-ю луну, но там выхлоп такой себе был. Это мы в ВХ делали. Как понял, в нулях 8 луна богаче будет. Да, бонусы. Спасибо большое. Спасибо, Думзик. Кто-то сзади. Спасибо, да, что обратили внимание на бонусы. У меня с этим проблема большая. Так, ну все, бонусы выключаются. Сейчас быстренько переобуваемся, летим. Ничего страшного не произошло. Лопатки как стояли, так и стоят. Гека мы забрали. Все, сейчас мы быстренько. Ну, смотрите, получается, я прогнал по полному, получается, карго Халка. Карго Халк забивает за 2 цикла. Цикл у меня получается 50 секунд на Халках. То есть меньше 2 минут. За 100 секунд мы получили 42 ляма. Ну, вот просто сейчас простая математика. Давайте. У нас в часу сколько секунд? 3600 секунд. Разделим на 100. Это 36. Умножаем на 42 ляма. Получается 1,5 лярда. Я вот сейчас буду в час делать на этой луне. Вполне неплохо для меня. Получено. То есть 1,5 лярда. Ну сколько вот мы там, если часов 5 покопаем, почти 8,5 лярдов сейчас вытащим оттуда. Ну чё нет-то? Чё нет-то? Вообще шикардос. Так, давайте вот эту сжималочку снимем. Capital Moon Or. Вот эту сжималочку поставим. И эту сжималочку упакуем и закинем обратно в фит. Убедимся, что все у нас нормально. Все у нас нормально. Выходим из дока. Блин, слушайте, 1,5 лярда, там 1 миллиард 570 миллионов вот с этой луны доходность. Вообще шикарно. Вообще шикарно. Включаю варп-двигатель. Все, полетели. И причем камни-то в лунных этих объем лунных камней, он большой. То есть вот это вот момент, что тебе нужно переставлять, вот этот трицикл сбивать, его нету. Как бы да, это R8 луна кританутая. А теперь прикиньте, если будет 32-я, 64-я луна, которая с синим взрывом. Там вообще вау. Там будет просто вау. А с меркоцита сколько у тебя за минуту? Иди... Я сканер не ставил, как бы... Потому что я все выкапываю в ноль, если вот вылетаю копать. Мне как бы, ну... Для интереса я, конечно, слетаю, потом посмотрю. На той же орке, допустим, там сканер поставим. Волты с меркоцита, да там, понимаешь, там немножко по-другому все устроено. Насчет мерка. Я бы вот вообще с ним не заморачивался. Но именно чисто копать мерк, его, говорю, нету в таких больших объемах, чтобы вот этим прям вот заниматься, вот как-то вот там, прям заниматься мерком, да. Поэтому я бы вот не заморачивался насчет этого вообще. Так. Давайте-ка мы опроч сделаем. Что-то мне не нравится, что мы немножко отлетели от него далеко. А я, кстати, не посмотрел. Все, сигнатурок нету. А то я этот... даже не посмотрел, есть ВХшка, нет ВХшки. Все, шип-стоп, давай, Рорка, останавливайся. Все. Давай, тормози. Их-нибудь пару дальних. —
Сейчас экскаваторы тоже буду запускать. Все, я всегда жду полной остановки. Потому что она такая штука инертная. Если я сейчас включу Сидж, вот эта вот скорость там 10-13 метров в секунду, она сохраняется, и Рорка так потихоньку, короче, ползет. И может от контейнера довольно-таки далеко улететь, что придется опять выходить из жа, подъезжать, короче, к ней и так далее. Так, сейчас, когда скорость будет уже, ну, ближе к нулю, хотя бы 3 метра в секунду, будем выставлять Сидж и раздавать бонусы. Так, ну все, в целом уже троечка. Давайте включаем сжималку, пошли бонусы. Давайте сразу пожмем. Все, я хотел выклинить экскаваторы. И вот это вот тоже начать копать. Все. На этот раз сделали все правильно. Давайте опять переставляем наш рецикл на лопатках. Погнали. Кстати, Enormous контейнер этот 250 тысяч кубов заполняется за 2 прохода халками. То есть я обычно первый проход вот так вот скидываю. И получается второй проход скидываю. После второго прохода уже роркой забираю руду и сжимаю один раз. И это сокращает вот это вот количество кликов. Блин, офигенно. Ну, хорошая доходность. Это, кстати, даже, грубо говоря, вот то, что сейчас синий взрыв, это выгоднее, чем гравик. Обычно R8 луна, она менее выгодна. За счет того, что там, ну, получается, гравик, грубо говоря, 1,2 миллиарда, да, в час. С оровскими стрипами. О, какая красота, ё-моё, как круто. Гравик получается 1,2 миллиарда, ну в среднем, да? А тут получается почти 1,6 миллиарда. Как бы на уровне, да. Все, мы встаем в рецикл и потихонечку медитируем. Мне все-таки интересно, блин, увидеть критовый взрыв 64-й луны. Вот это, блин, хотелось бы посмотреть доходность эту. Но что-то мне подсказывает, что там запросто это может цифра быть там 3 и больше лярдов. Ну вот в моем составе 12 халков плюс рорка. Хотелось бы попробовать, конечно, покопать. Синий взрыв 64-й луны. У нас, кстати, в Карпе есть уже 2 64-й луны. Скоро, кстати, они будут выходить. Обязательно покопаем. Так, как удачно выставились по таймингу. Мне прям нравится. То есть вот мы сейчас прошли. Будет время еще роркой забрать. Кстати, вот казалось раньше, что вот этот менеджмент кучи лопат, тем более на халках, он, ну, типа, очень сложный. С течением времени я абсолютно к этому привык. Сейчас никаких трудностей у меня это не возникает. Так. Окей. Все, забираем. И сразу давайте пожмем. Что-то у нас не захватилось, да? Нажим. А еще пожмем. Все, уже 71 миллион по оценке. Так, ну вот, тайминги, как я и говорил, очень замечательные. Все, фигачим.
Я чуть раз не погиб из этих бонусов. Блин, я, если ты видел каналчик мой на YouTube с записи стримов, я вот орку слил уже 2 раза из этих бонусов. Там кто-то маяк активировал, жди контент. Не понял, какой маяк? Ты имеешь в виду этот вот, который краба маяк, который на непись, да? С которого фармят? А он же виден, да, со всех сторон. Ну да, возможно. Какие-нибудь дропальщики прилетят. Так, первый, второй. Все, прогончики погнали у нас. Опа, а здесь я что, не перекинул, что ли? Не понял, почему такой раздрай произошел? Так, все, четенько. Копаем, копаем. Да, да, кто-то активировал маяк. Угу. Ну, фиг с ним, что ты сделаешь теперь? Будем надеяться, что мы покопаем хотя бы часик-два. Борис Илин, привет, спасибо за подписочку на YouTube. Привет, привет. Так, закидываем. Сейчас у нас второй прогон. После второго прогона прожмемся. А, это экскаваторы летают. Блин, думаю, что за дроны. Сейчас мы после второй выгрузки прожмемся. И я хочу еще раз Жанис прикинуть, что у нас тут получилось. Ну, на самом деле, приятно видеть вот цифры большие, когда ты вот только-только залетел, вроде вот только-только выставился. Это приятно. Слушайте, такая мы... Давайте просто еще засекем. Я эту луну хочу выкопать в соло. Мне просто интересно, сколько синей луны получится у нас по итогу исок. Ну вот, в руде, да? Привет, привет, Борис, привет. Это на самом деле, да, интересно. Так, что у нас тут? Чатик. Так, тут уже все. 2 прогона было. Давайте выгрузим. И пожмем. Шикардос. 117 здесь по оценке, да? И по Джанису. Сейчас я скажу, сколько получается по Джанису. Ё-моё, что, серьезно? 282 ляма показывает. По житоселу. И 240 после репроцесса. Офигенно. То есть мы буквально там сколько мы там копаем-то? Чуть-чуть совсем. Уже, ну давайте в среднем не будем прям по житоселу считать. 250 лямов уже сделали. Ну да, в принципе, похоже на то, что действительно то, что я изначально посчитал, я не ошибся. Что почти 1 миллиард 600 миллионов в час этим составом будем собирать. Это прям очень кстати, потому что, как я и говорил, мне надо еще, наверное, порядка 20 миллиардов на оплату аков. Поэтому сейчас эта луна на среди недели еще 2 луны выходит. Вот у меня сейчас как раз до конца ноября будет период лун. Если все будут синими, то будет вообще шикарно. Так, это был первый, да, проход? Угу. У Рорка там, смотрю, тоже чипыжится нормально так этот. Вообще, кстати, экскаваторы копают примерно как один Халк с Т1 стрипами.
Ну вот по объему. То есть на Луне экскаваторы использовать довольно-таки неплохо, потому что, опять же, большой объем камней, очень большой объем руды. Вот. И то, что там экскаваторы делают много отходов, не настолько критично. Но, конечно, какой-нибудь гравий копать и экскаваторы использовать я бы вообще не советовал. Ну, просто очень много руды. Ну, просто выкинете, грубо говоря. Так, это у нас второй, да, прогон по выгрузу. Сейчас мы тоже еще раз прожмемся. Блин, офигенно. То, что это синий взрыв, это очень-очень круто. Блин, что касательно газа, конечно, газ фановая штука. Она не похожа, конечно. Ну вот в целом вот эти вот все движения не похожи на то, что, допустим, мы видим на Луне, на гравиках. Эдакий усложненный вариант всего. Ну и доходность там очень хорошая. И как вот, допустим, ребята, кто уже не первый раз меня смотрит, я очень хотел бы, вот, допустим, сейчас построить Чарон. Полностью, ну максимально это возможным, допустим, добыванием ресурсов на Чарон собственным путем. Но что-то, если честно, ребят, тут я слетал в прошлый раз, да, там об Ниппись поубивался. В этот раз я накопал, говорю, на 700 миллионов газа. И, в принципе, все бы было хорошо, если бы я его вывез. Но я его не... А до этого, кстати, мне приходилось делать селф-дистрак флоту всему. Потому что я там тоже газа копнул где-то на 300 миллионов. С-50 и С-72. Полетел обратно, короче, говорю, вылетать на буку в этой ВХшке, а ее уже схлопнули. И у меня нету ни скам-пробок, ничего, и я тупо понял, что я застрял в этой ВХшке с этим газом и не смог его вывести. Ладно, тут вот, говорю, на днях было, что нашел все, хороший газ, накопал уже. Уже, в принципе, я уже собирался отлетать, вот-вот-вот, думаю, все, сейчас полечу. И только я уже переключаюсь на главное окно, на Юрия Прудникова своего. Смотрю, блин, бубль разлетается, вот эта анимация, что бубль расходится. И думаю, да ё-моё. Это прилетела Сабра, соответственно, я профукал момент, когда на подскане их можно было увидеть, да, и успеть отварпать. Я уже постфактум, то есть, когда Сабра уже прилетела, я увидел этот бубль, думаю, ну все. И смотрю, они начали сначала парпойку мне разбирать. Я там что-то еще поогрызался, почти этого, там, бобер был, Purifier. Я почти его, короче, лопнул, но не успел. И винтурки они потом очень быстро разобрали. А, соответственно, это же все в бубле. Винтурки... Так. Выходим с сиджа, вырубаем бонусы. Места Татара, прыжок крыла. 2 нейтрала в соседке. Даже 3 нейтрала. Скорее всего, это с ВХшки 4 нейтрала. Забираем экскаваторов. Стилета проходит ко мне в систему. Бля. Хелиос. Стилета и Гелиос. Скорее всего, это ВХшники. Да, прошли ко мне. Готовим бы пинг. Стилета и Гелиос прошли ко мне в систему. Лопаты ушли, с ними все будет хорошо. Так, я связываю... Так, еще один прошел ко мне. Я связываю... А, нет, это все-таки, скорее всего, это ВХшники, потому что они с черепками. Ерис, какой-то ерис.
Так, скорее... Да, еще один проходит. Блин, хоть бы не ко мне, а. Раптор. Так, до сиджа мне 34-33 секунды. Так, там, короче, был Гелиос, Раптор, Стилета, Ерис. Все мелочь. И не похоже на Цина, то есть ковриков не было. Скорее всего, они сейчас пойдут куда-нибудь на СС-ку. Братишка, линки офни, дорогой, пока тебя не перевернули, слушай, офни линк. Кто-то сзади, да, линки выключил. Так. Фу, успею, скорее всего, успею. Так, а я забрал руду. Думзик, все, тише. Тише, дружище. Думзик решил подушить гуся. Прям вовремя. Так, все. Тут их нету. Отлично. И они выходят в соседку опять. Ну, капец. Немножко аж мандража у меня появилась. Думзя топ, АВ блеску. Так, они вышли, они в соседке. Я сейчас просто прочекаю. Скорее всего, здесь рядышком у нас сигнатурка. Пацаны, сегодня, походу, вечер гуся. Все. Да, душа гуся подушить надо было прям, это прям в цвет. Короче, смотрите, что происходит. У нас в соседней системе ВХшка, и вот эти вот ребята, скорее всего, с ВХшки пришли, потому что они не похожи на филамент. Почему? Потому что по филаменту они все сразу появляются, да? То есть раз они, допустим, сколько там было? 6 человек. А сначала появился один, потом второй, потом третий, и потом еще 3, короче, зашли. Которые такими черепками, короче, моргали. То есть, а черепки моргают, это типа статус СС какой-то и так далее. Я так понимаю, это с ВХшки они пришли. Теперь что нам делать? Они зачем-то, получается, с ВХшки сюда зашли и тут же полетели в этот тупичок. Здесь посмотрели и улетели, да, дальше. Куда-то сейчас они пошли, скорее всего. Давайте по интелу посмотрим. Скорее всего, они пошли... А, в эмотера открылась. Слушай, я вот этот... Да, вот они сейчас обратно в эмо. Я вот это пропустил момент. Блин, это, конечно, беспонтово. Улетели искать, где гуся подушить. Да-да-да, стопудово. Блин, это, короче, беспонтово на самом деле. Потому что, как мы видим, лопаты-то уходят. Я, причем, начал принимать меры сразу же, как увидел. Вот у меня просто здесь на еще одном мониторе, грубо говоря, глазки, да? Я сразу, как увидел нейтрала, тут же отварпал, стал выходить с CGI. То есть у них реально, если бы они летели за мной, у них бы получилось, ну, меня затаклить, да? Ну, конечно, плюс Рорки то, что она качается, и то, что она, так скажем... То, что она...
может иметь панику, да, и там встать. Ну, блин, что-то меня этот момент с Террой немножко сейчас подбил. Фу. Так, ладно, полетели на Тонорку. Встанем пока там. Включаю варп-двигатель. Нет, я думаю... Ладно, мы не боимся. Ничего, просто тут еще пинги пришли, как будто бы сейчас большой стратоп. Я очень переживаю, что сейчас нету ФК у Дельви 911 или там Бихаева точно нету сейчас. Ересь это Сабра гайская. Да-да-да, Сабра, ну там что-то, говорю, там все мелкое было. Там не было цина там бобра или что-то такое. Там у тебя бекон в локале крутит. Он им интереснее. Что за бекон, блин? Как вы его видите, бекон? Бекон это вот этого, да? Опустошенный пояс астероидов? Или система наблюдения за столкновениями? Нет, это этот. Это ЕСС. Так, что-то надо закрыть. Так, что же делать, как же быть? Не могу тебя забыть. Блин, интересно, на карте отдельной галочкой включить маяк такой. Да, я понял, надо просто в локале как-то его увидеть. Я так наблюдаю. Вот это, наверное, да, это оно и есть. По крайней мере, они чекнули твою рорку. Смотри аккуратнее, могут сгруппироваться. Вот крабомаяк. Луница, да я понял. Руслан, вот в том-то и дело. Они чекнули мою рорку, что она здесь есть, и что она не где-то там на тизере стояла. Соответственно, она где-то там была. Я не совсем уверен, что они чекнули прям, что она на Луне. Потому что они не подлетали. Но в том, что в системе есть рорка, они чекнули. Соответственно, это были скауты, которые зашли в МО, да. В МО это у нас прям, ну прям совсем рядом. И скорее всего сейчас информация до ФК пошла, типа, и возможно, сейчас через какое-то время мы еще раз увидим какую-нибудь стилетку, которая будет проходить сюда. Ну, по крайней мере, пытаться это делать. Чтобы зажопить нас, да? Так, ну тогда... В принципе, давайте чуть-чуть там поболтаем на какие-нибудь темы. Я сейчас сделаю регрупп. Отправлю вот сюда ророчку, вот сюда лететь. Буквально сейчас еще налью чаечек себе. Чуть-чуть мы минут 5-10 повисим на тизере. Чтобы меня не отбампали с края. Сейчас я секунду. Вот так вот сделаю. Так, а почему у меня не отображается донат кто-то сзади? Ну-ка, сейчас, секундочку. Вот так сделаем. Во, вот так лучше. Что-то бывает, Donation Alert ступит. А Хелиос может быть с ковроциной. Серьезно? На Гелиус ставится цинка? Я что-то всегда думал, что не ставится цинка на Гелиус. Да уже. Не, ну, ребят, надо подождать. Так, чтоб меня не отбампали, я сейчас поближе сюда прям это ж от Анорка, да, к Анорке. Подъехать надо. Что-то какой-то фриз, да? Фризится чуть-чуть. Что-то аж загрустил комп.
Ну, Бодин буду иметь в виду, да, спасибо. Блин, Бринский, а? Давайте помониторим Intel. По-любому должны сейчас ее как-то что-то будет... Терру же можно закрыть, правильно? Ну, скорее всего, сейчас закроют. Я тебе советовал заранее скидывать прикипиши депошку. Проще оставить или забрать позже. Будет время для рефита, когда агро линков пройдет. Да, согласен. Надо депошку все-таки, наверное, будет сразу выкидывать. Проще ее потом забрать даже каким-то другим шипом. Не обязательно роркой, да? Просто прикипишь, и ты уже как бы будешь наготове. Понятно, да, чтобы смарты там перефититься. Так, ну все, можно шип-стопать уже. Уже отсюда выбомпать будет нереально. Так, ну у нас 15:53 по Еве. Сейчас, короче, повисим. Буквально там до 16:00 по Еве. И если все как бы будет тихо, продолжим копать. Сейчас еще Intel помониторим, поизучаем. Вот, а я пока пойду налью себе чаечку. Буквально одну кружечку, 5 минуточек. Все, ребят, ухожу. Буквально на минутку налить чай. Давайте, скоро вернусь.
Так, ребят, я снова здесь. Я снова тут. Итак, тут у нас, я вижу, дискуссии. Посоветовал бы еще, когда на андоке оставляешь капитал, создавать булку и опрочить ее капиталом. Что в случае баба она ехала обратно. Кстати, очень, да, спасибо, Думзик, за совет. Офигенно. Я вот сейчас просто, да, понимаю, что это исключит... Давайте я как раз таки сейчас тогда вот такую букву сделаю. Ну. Так. Вот так вот сделаем. Все, и получается, я что сейчас... я просто беру капиталом. Я просто беру капиталом. Делаю приблизиться к точке. На вот этой букве. И все. Да, по сути сейчас бампай, не бампай, пофигу. Вай, а чё не черный? Кстати, слушай, ну... А чё не черная? А можно и черная? Ой, сорян, извиняюсь. А я вроде выключал. Не-не, я микрофон выключил и забыл включить, сорян. Я, короче, без голоса, походу, все время, да, сейчас болтал. Жесть. Короче, я что там сам с собой веду беседу, ну. Думсик, спасибо за совет. Я вот как раз таки сделал сейчас букву, все, как ты просил. И понимаю, да, что так лучше всего. У нас, говорю, сейчас этот чувак в системе, он на клочной тенгу висит. Я не знаю, сейчас скопать с ним в локале такое себе, наверное, да. Хотя вот соседка вроде нормально, вроде как и эти ребята с Терры угомонились. Дропальчик Дамби Макири по региону летает. Вот его может быть стоит бояться. Так, ДВ-7. Это где? А, ну это далеко. Ну вот с Ковра Тенга, да. Она, наверное, для этого тут и висит, чтобы вот эту уже неделю, чтобы просто бдительность все расслабили. Уже начали на нее тупо забивать, типа, а, да хер с ним, висит, ничего не делает. И Тенга, скорее всего, она для этого здесь и висит уже неделю, я говорю, чтобы... Так, ну хорошо, пусть висит. Угу. Тут у нас, кстати, сейчас я уточню. Возможно, сегодня будет вылет ророк.
Но мне надо уточнить, я могу ли это стримить или нет. Угу. Так, сейчас я уточню. Если разрешат, будет, конечно, прикольно. Будет, конечно, очень прикольно. Как вариант, садиться на пару боевых шипов и сканишка, вешать деклаку и ловить. Да я вот тоже так думал. Может быть, с кем-то объединиться, заняться. Но опять же, мы его словим, лопнем, он прилетит опять на каком-нибудь уже там бобре, может, подешевле. Опять же на тенгу. То есть, по-видимому, вообще кто это? Что за карпа? Сота. Что-то я таких здесь давненько не видал. С кем они? В 22-м году уже воевали, да, с гунами? С пандемиками воевали. Кстати, с гунами они не особо так-то и воевали, вот только чуть-чуть. Короче, хрен понять, что за типы. Давай, кстати, ну, пока висим, глянем сейчас по за киллборд. Сейчас глянем. Карлос Варен. Угу. Ну, кстати, активность не такая ж и прям супер-пуперская. Ну, то есть, если вот сейчас посмотрим, да, на активность. То есть, что тут? Вентурки что-то он сливал. 9 ноября, ну, в Делви, да, все. А, до этого был он в пандемиках, понял? То есть, он, смотри, он был у пандемиков, кошмарил индусы. И у нас он, получается, кошмарил Вентурки, Макинаву. Ну, похоже, не дропальщик, похоже, просто этот. Трактора зачем-то. Да, в соло. И вот хз, короче, да. Он может и цин уже прожечь, а может и в соло попинать. Да, похоже солист. Ты думаешь, есть у него дохлое? Ну, давай посмотрим сейчас. Подожди, это я посмотрел Loses. Да, есть Тенга. Январь 2011 года. Да, соло Тенга, не клочная. Блин, ну это...
Не, да, давайте так. Сейчас, пока он висит. Я сейчас переобуемся. Давайте тогда мерк пособираем. Но не хочу я Роркой вот так вот сейчас светить. Некомфортно мне будет, потому что, во-первых, он примелькается, я могу затупить и не увидеть плюс там какого-то второго нейтрала. Во-вторых, блин, ну это не дело. Это не дело. Поэтому давайте-ка что сделаем? Давайте-ка сейчас переобуемся. Включаю На варп меркоцит. Сейчас пересядем на орку. Пересядем на орку. И покопаем мерк с бильтов пока что. Если, когда мерк прокопаем, сейчас у нас, ну, может быть, там часик, минут 40 на это уйдет. Так, у нас, похоже, отвалился YouTube, да? Ну-ка, переподключиться. YouTube, все нормально? Да, вроде как нормально. Тубзик, можно парпоис? Нет, я сейчас соберу соберу сейчас мерк. А потом, в принципе, у меня большое желание полететь покопать лед. Почему нет? А потом у нас вылет на рорках. Ну, как всегда, начинается всякая фигня. Вроде норм. Живы. Да-да-да, у меня просто подглючило чуть-чуть. Так, короче, что делаем? Давайте я сейчас вот эти 3 лопатки, которые у меня пока кристалла не умеют, на мерк. Я их выгружу. Что-то у меня спина подустала. Давайте я вот так вот развалюсь. Так, я их пока вот так вот повыгружу 3, чтобы мне было попроще. Сейчас соберем мерк и потом, если что, если он не отвалится, полетим копать лед. Вылет на рорках — это вообще законно? Нет, сегодня будет тренировочный вылет с ВК по тренировке рорководов, противодействию дропу, там, как защищаться и тому прочее. Довольно-таки полезная штука. Я бы хотел это, конечно, постримить. Я уже на подобных вылетах бывал. Но мне ответил ФК: если вам не жалко ророк, типа, можешь стримить, но... По-видимому, это означает нет. Что за трек сейчас играет? Сейчас тебе скажу. Блин, а как его... Как скопировать? А, вот. Так, ты у нас... Руслан, сейчас я в ютубчик кину ссылочку. Вот этот трек. Мне тоже нравится, прям такой атмосферный. Клево. Так, все выгрузили. Сейчас давайте пересаживаемся на орку. Разрешение получено. Перефичиваемся в мерк. Полетим, пособираем мерк, пока этот висит здесь.
Ну просто получается у меня момент какой? У меня довольно-таки неплохо фигачат дроны. По сути-то я могу, если что, дронами. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, 9 лопаток нормально. Я думаю, я смогу, если что, дронами отбиваться. Блин, а ты же факс водишь, а башка какая у тебя на нем? Сейчас, секунду. Башка на дальность прицеливания и на капу. 2 коробки. Больше я туда ничего не ставил. Как бы, по идее, надо отдельно башку под факс, но я что-то как бы особо этим не заморачивался, чтобы вот прям совсем там идеально сделать. Но пока на дальность прицеливания получается и на капу. На регенерацию капы. Но видишь, у меня минакава, она шилдовая, я только шилд качаю. Если я лиф куплю, я как бы прокачал даже армор, да, я, наверное, этот, я думаю, все-таки будет 2 факса у меня, 1 лиф, 1 минакава. Так, все, давайте-ка быстренько сейчас вот этот вопрос сделаем. Мерк. Вот так вот установить. Все отлично. Ну, это работает, кстати. Вот эта штука работает. Быстрый перефит вот этот вот мне нравится. Чпоинг. Все, переобулся. Сразу. Чпоинг. Переобулись. Так, тут у меня из-за отсутствия дронов, да, дронов у меня не может. И вторых 6 дней еще докачивать. Нет, лиф, он фитится как и в армор, так и в этот, и в шилду. Там доктринные фиты прям, ну, арморный лиф очень неплохой. Конечно, арморный апостол самый офигенный, но лиф тоже как бы в армор. Так, еще один какой-то у нас появился. Комбат Тостер. Это не с этих же ребят? Нет, вообще какие-то левые типы. Еще один нейтрал появился у нас. Ой, бля. Ну, поглядим сейчас, если прям совсем здесь будет некомфортно. Полетим на лед. Ой, а что я не поскидывал? Надо сейчас поскидывать же луну еще. Надо поскидывать этот минералы. Потом, если что, я это, конечно, верну обратно на мейна. Блин, а сколько, кто в курсе, сколько висит лунная руда дней? Ее же надо еще успеть будет выкопать. Привет, сколько стоит быть упомянутой в официальной русской телеге Евы? Иван Судаков, привет. Сколько стоит быть упомянутым в официальной русской телеге Евы?
Иван, я не понял твой вопрос. Вот честно, я не понимаю, о чем ты. Как понять, у Евы есть свой официальный телеграм? Я что-то о таком не слышал. Без понятия. А, возможно, ты говоришь про официальный ВК? Ёпарасота, они кого-то дропают. Короче, в соседке куча этих бобров. Если ты говоришь про официальный ВК Евы, русскоязычный ВК Евы, да. Я сам офигел чуть-чуть, короче. Сегодня скидывают в Discord мне ссылочку на их пост. Короче, сейчас я даже найду. Официальный, короче, аккаунт Евы в ВК сделал вот такой пост и отметил меня, короче, у себя на страничке. То есть я сам, отвечаю, я сам прифигел чуть-чуть. Думаю, нифига, ну отметили же, приятно, очень приятно. Вот, короче, ссылочка. Если ты, Вань, про это не в телеге, ну не знаю, может, если бы еще в телеге меня рекламировали, вообще будет круто. Ну вот ссылка на ВК, официальный канал ВК Евы, да, написали бы мне. Я ничего за это не платил, честно. Для меня это вот прям была приятная такая штука, что меня как-то отметили, заметили. На самом деле прям удивился и очень-очень обрадовался этому. Это они сами, я здесь ни при чем. Так, в соседке, чтобы вы понимали, 1, 2, 3, 4. 4 нейтрала. На бобрах. По-видимому, то, что крутят маяк в системе, очень много кого привлекает сюда. Черт возьми. Привет, космонавты. Дмитрий Батькович. Привет, 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 здорово. Юра, звезда Ютуба. Ага, мы верим, проплачено. Нет, реально. Ну, честно говорю, ничего не платил. Просто очень-очень приятно удивился, когда тоже увидел эту штуку. Так, я думаю, можно пока потихоньку андокаться. В принципе, нам не так страшно это все. Почему не так страшно? Потому что у меня орка, она уходит в варп вместе с лопатами, то есть довольно-таки быстро. Сейчас в целом можно сделать регрупчик. И пока зарядить кристальчики. Я меркоцит копаю А-тайп кристаллами. А, я же не этот не оба зарядил. Почему А-тайп? Потому что лопат много. По сути, белтик быстренько вычищается. И ну, мало отходов. Просто вопрос по отходам, он такой актуальный. Камешки не особо большие. Если бы А-тайп кристаллами копать мерк, ну как бы... Если ты мог собрать, допустим, лярд, ну, в эквиваленте исок, да, с B-type кристаллами ты соберешь 600 лямов. Ты вот, грубо говоря, 400 лямов просто выкинешь в труху. Ну да, ты чуть-чуть побыстрее это все выкопаешь. Но там разница буквально в какие-то там минуты и все. Поэтому вот вопрос вообще с кристаллами у меня, он уже давно решился в пользу... копки без отходов, потому что копка с отходами это в много окон никакого смысла не имеет. Так, он сказал, что в 11 билов, но типа ВХ он само то будет. Это вы о чем?
Один сбилов. Так, Архон сказал как-то, что можно собрать факт, чтобы тот 2-3 дреда танковал. Без проблем можно. В том-то и дело, что факс это такая штука, которая очень-очень нехило качается. Если хорошая голова, офицерка, плюс еще эти бустеры скушать на откачку, то есть факс вообще как бы... Там такие цифры, там можно где-то тысяч, наверное, по 45, по 46 за цикл шилды сделать откачку. Я летаю, сейчас я покажу, на Минакаве. Вот он, мой тип. То есть получается у меня, если так брать, CG получается так. Так, где батарейки? Получается, качается по 21 450 за 4,3 секунды. Но это как бы тут офицерка только реза. Ну, то есть, качается прям нормально. То есть 4,3 секунды, 21 тысячу ты хоп, 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 фигачишь. Ну и плюс резы 81, 85, 77, 81, как бы неплохо. Вот это вот как бы Минакава, не сказать, что прям супер, да, но она пожить довольно-таки долго может. Так, мы чуть-чуть ждем. Потому что в соседке также остается этих раз, два, уже 4. Было 5, сейчас 4. В принципе, этого на Тенгу я не особо боюсь. Блин, конечно, Т2 бы дроны проучить поскорее. 2 дня осталось. У нас получается... ну вот они и доучиваются. Все, мы так и сделали. Тогда вообще будет нормально. То есть, если вот брать вот этих, допустим, да, где у меня прокачаны дроны, то есть здесь 111 ДПС с дронов, да, идет. Вот, грубо говоря, у меня 12 лопат умножаем на 111. Это 1332. И плюс примерно 720 с... это из... Ну ладно, давайте не 720, давайте 600. 600 еще с орки. То есть почти 2000 ДПС мы будем иметь. Ну кто там, вот эта Тенга сунется на орке, у меня есть Target Painter. Я, соответственно, всех дронов кидаю в ассисты орки. Ну как бы я думаю, просто отлетит быстро Тенга от 2000 ДПС с дронов. Как бы даже если какой-то вот смоловый ганг, типа вот 4-5 тел, когда на рорке копаешь, вот допустим какие-то с ВХшки пришли, да, или там по филаменту там даже 15 штучек. Под роркой там вообще будет весело, потому что она на дронов там такие дает. Так, заходит Кроу сюда, да, вот эти ребята, скорее всего, они из Терры пришли, потому что Терру, видать, не хлопнули. Вот, зашла Кроу сюда. И получается, там будет примерно, наверное, по 3,5-4 тысячи ДПС. Под роркой. Ну давайте даже так, ладно. 3000 ДПС даже вот мы там занизим сейчас, условно скажем, меньше. Представляете, да? То есть, а к нам прилетают, ну типа...
этот же Кроу, там какой-нибудь, не знаю, там Аспрей Нави какой-нибудь, там, может быть, там чего-то еще, Крузсайса такого небольшого. Я думаю, я думаю, можно отпор дать. Причем у меня же Рорка еще капитальную лейку имеет. Я даже могу какие-то лопатки свои подкачать. Но я, конечно, очень бы не хотел. Так, заходит Кроу и Фантазм. Зашел Фантазм. А, Кроу этот выходил, сейчас Фантазм зашел. Ну, короче, что-то мутят, пацаны. Ладно, подождем. Кого-то, может быть, они этот на маяке все-таки кого-то пытаются словить. Астарта подходит. Блин, Астарта сейчас дропать будет. Скорее всего, на маяке кто-то крутил, да? Так, а где маяк? Я вижу маяк, нет? Скорее всего, они сейчас на маяк прилетят. Да, Астарта зашла. Астарта же может прожечь, да, сейчас сынку? Блин, я... Пойти сесть на что-нибудь? Проблема Тенги в том, что она кинет ковру и тебя и на тебя упадет пара бо. Совушка, там эта Тенга, которая здесь висит, она соло Тенга, мы уже пробили ее. Вот так придешь копнуть, и там начинает мешать сразу все. Да, кстати, ну вот. Астарта, Ведьмак, Фантазм. А, на ИСС пошли они. Стопочки, что, они будут банк скрывать, что ли? Ну, весело, конечно, весело. Бывает такое, что, допустим, вот вне стрима я могу за вечер, да и на стримах такое было, 8 часов к ряду, допустим, или там 6 часов к ряду. Вообще ни одного нейтрала там ни в соседке, ни в твоей системе нет. А вот сегодня вот что мы покопали, да, мы совсем чуть-чуть покопали. И началась движуха. Но я думаю, сейчас улетят. Вот это только Тенга останется висеть. Но если сейчас, ладно, чуть подождем еще. Если лучше не станет, тогда полетим, наверное, копать лед. Но сегодня выходной, больше нейтралов. Согласен, да, справедливо. Вообще в целом, блин, начиная, да, с пятницы по воскресенье, это вот такая тяжелая ситуация. Так, они на ЕСС не зашли, банк не грабят. Чего они тут забыли тогда? Ну, Астарта это вообще... Астарта это же Галенский БО, правильно? Я вот и думаю, может быть, на выходных сделать стримы чисто по, ну, тоже по PvP составляющей. Так.
Бля. Какой кошмар. Ладно. Чего они тут делают? Давайте-ка... А, он, фантазма здесь даже где-то. Ну-ка, давайте, наверное, глянем. Висит себе. Между татаркой. А, он, наверное, висит здесь. Ага, он... А что? Он куда-то делся? Почему с него сошло? А, он куда-то ворпал. Окей. Короче, они смотрят, что бы кого тут зацепить, скорее всего. Блин, и дело в том, что я не знаю, формится ли... Не было пинга, допустим, на форм под этих ребят. У меня очень дорогая башка сейчас на орке. Шаттл. Пацаны вон на шаттл пересели. Скорее всего, просто валят отсюда. У меня есть фалькон. Я могу сейчас пересесть. На что я могу пересесть? Сейчас, секунду, давайте посмотрим, что у меня тут есть. Я могу пересесть, типа, на... Что? На Кару. На Вульфа и на Флойку. И, собственно, можно пересесть на Флойку и посидеть на гайке, да, понадувать бубль. Ну, типа, зачем? Давайте пока линканем типочков. Опа, вышли. Два вышли. Походу разлогин. Они либо логофнулись, либо филаментнулись. Но тогда почему они оставили фантазм? Фантазм, вот он здесь. На фантазме вот этот чувак. Big Strong. Эти типы, они просто пропали резко сразу. Но они сразу все пропали. Скорее всего, это не... Может же быть логов по команде такие. Раз они, раз, два, три. Мы логофаемся, да? Скорее всего, они не могли так сделать. И они, скорее всего, филаментнулись, правильно? Что-то у меня, походу, фонарик. Сейчас, ребят, секундочку. Походу, свет садится. Во. Так должно быть лучше. Сейчас еще ярче. Блин, ну вот фантазма, конечно, такое себе. Что-то я с фантазмом не хотел бы связываться. Так, а у нас получается на ворке у нас 558 плюс 333. Почти 900 ДПС, да? Сейчас по факту. Если эти типы филаментнулись. Фантазма. Насколько быстро фантазм может срубить Халка? Как думаете, а? Давайте чуть поярче сделаем здесь еще вот так. Опа, чтобы посветлее было. Есть у кого идеи? Насколько быстро фантазм может срубить Халка? И насколько быстро мы его с 900 ДПС сможем... А нифига мы не сможем сделать, правильно? Потому что он какой-нибудь АБшный.
И фита нету у меня на фантазм. Ну, как правило, там пушки какие-нибудь эти стоят, правильно? А какие-нибудь турельки пулеметные, средние. Автопушки, средние какие-нибудь. Давай вот Т2 зафигачим сюда. Какие-нибудь Т2 и заряды для автопушек средние. 12 хель, да? 104 ДПС. И баражи 23. Да, хз. А, фантазма лазерная? Блин, я чуть думал, что это этот мотарский пиратец. Но те, скорее всего, филаментнулись. Этот типочек остался здесь. По двум причинам. Либо он ужасный рычело и просто тупо даже не смог подварпать ФК, чтобы вместе со всеми филаментнуться. Либо он остался, чтобы здесь поискать свою цель. А старта Т2 Брутан? Подожди. Я знаю, что Т2 Брутан, но я всегда думал, старта это... Стоп, подожди. Это же Common Ship, правильно? Он разве не может ковроцину возить с собой, а старта? Улучшение средних повышает эффективность длительного действия импульсов генератора импульсными оптимизатором брони. А, это бонусник, окей. Да, все, старт я перепутал. Все. А старт это бонусник хороший. Command Ship. Да-да-да. Да чё я туплю, кстати, сейчас ладно, я пересяду пока, ну чтобы, блин, повеселее было. Давайте кипчик. Лопатки повисят на кипчике, я сейчас быстренько пересяду на флойку, блин, хотя бы флойкой эту фигню попробую там половить. Вульфом я, конечно, ничего там не сделаю. Кару вытаскивать тоже смысла нету, но флоечкой сейчас полетаю. Архон, привет, дружище, привет. Привет, привет. Как ты? Все хорошо, надеюсь. Майнерам сегодня как-то к выходной толком не дают позаниматься их профильным делом. Тут мы уже пол стрима, короче, висим в ожидании, что нейтралы улетят. Ну хотя мы сегодня довольно-таки интересное событие произошло. Так, вкратце расскажу, что было. Я арендовал луны здесь в нулях, чисто ну, для себя. И сегодня был взрыв моей первой луны. Вообще в целом в Еве. И так вышло, что первая луна, первый взрыв был синий, то есть критованная луна. И с нее получается, ну грубо говоря, в моем составе 12 халков под роркой, 1 лярд 600 в час доходность. Ну прям приятно вообще. Так, давайте я пока на флойку сяду. Лопатки пусть повисят. Ну, чтоб тупо на андоке не висеть. Сейчас я в этот голову поменяю, а то тут дорогая чересчур. Под рарковода. Угу. Так, так, секунду, я точно пересел?
Пересел, да. Но пока нольки сейчас. Да нет, мы сколько? Мы уже... что-то мы там 250 за первый проход мы сделали. Мы сделали выгрузок, наверное, 5. Блин, не 5, наверное, 3 точно. Ну, короче, лямов 700 мы сделали. Лямов 700 мы точно копнули. Да все отлично. Орка это серьезное вложение. Я бы боялся в нулях на ней копать. Только порпоис. Терял уже орки. Архонт, да, орка у меня сейчас используется только для копки меркоцитов в бильтах, которые я разметил. И без сиджа. Да, орки я терял. И терял здесь в нулях. И есть у меня записи даже и стримов, и отдельные видеоролики. Терял в основном из-за того, что я тупил и не выключал линки. Это первое. А первую самую орку слил, да, из-за сиджа. Она здесь не живет. Поэтому копаю я в нулях абсолютно спокойно на рорке. А орку использую, если мне нужно быстренько пролететь и собрать меркоцит с этих, с бильтов. Я как бы сделал так, что я все бильты разметил. Точка приварпа получается орки с халками. Точно соответствует вот этому центральному положению, чтобы все халки дотягивались до всех камней, чтобы рейндж что-то соблюсти. И все, там такой фит, который позволяет орке уходить вместе с лопатами в варп, то есть буквально за считанные секунды. И как бы вот, ну, орка свое применение нашла, то есть копать, используя сидж с ней, это, ну, просто лотерея, потому что если какой-то нейтрал будет заходить, все, ты просто не успеешь сиджа выйти, ее лопнешь. А здесь я в нулях слил 3 орки, да. И даже в Хаякс, да-да-да, кстати, история-то началась с того, что первую свою орку мне суициднули в Хаях. Я жил тогда еще в Империи, в Галенском спейсе, в лоу. Копал себе спокойненько, все было хорошо. И прям на стриме, кстати, прилетели. Это был, да, это был стрим. И прям на стриме, короче, меня суициднули, мою орку первую. Ванька Скайуокер. Привет, император свежих новостей. Да-да-да, Архонт в этом деле очень большой профессионал. Так, ну, классно освещает новости. Очень интересно смотреть. Нет, я же говорю, я просто уже прошел через всякие эти вещи. И так, давайте раздуем бубль. А нет, хотя это может плохо сказаться на наших чуваках. А я сейчас... вот он прилетел. Так, в какой стороне он? Он на буке на своей. Мы вот так вот сейчас сделаем. Бамс. Так, и поближе. Требую новостей от Архонта, а то что-то давненько не было. Ну, по-видимому, готовится материал. Архонт, я же говорю, орка здесь у меня используется уже абсолютно обдуманно и с пониманием подхода к делу. Потому что если ей копать и там использовать сидж и так далее, это очень... Ну, очень большая вероятность, там 95%, что... Первый же залет каких-то дроперов или там нейтралов просто ее сольют. А если ее использовать как вот грузовичок для сбора меркоцита с бильтов размеченных, не использовать сидж и фит именно, но я сейчас чуть позже покажу, если хочешь, фит, который позволяет, я говорю, я когда в варп ухожу, вот я ухожу вместе с лопатами, то есть в варпе лечу с лопатами, то есть быстро. В такой вариации, то есть если я вижу глазками, то есть у меня обязательно в соседней системе глазки, все в общем по уму. Если я вижу, что нейтральчик в соседку уже заходит, ну, либо здесь чекаешь, там, всякое же может, там, филамент быть, логин. Я просто сразу улетаю на буку, и все, как бы, это максимально сейвовый майнинг, который вообще может быть в Еве. Это орка плюс халки, и это меркоцит на бильтах. Убли ставь на 7-й слот, чтобы случайно не забаблить плюсовой феникс. Да, у меня, в принципе, на 3-м стоит. Я как бы очень редко туда тыкаю на F3. Мне так удобней. Пока можно перезагрузить.
Ну вот он фантазм, он, по-видимому, остался, я не знаю. Либо он остался, как я и предполагал, для того, чтобы здесь кого-то словить, но в соседке нигде даже по интелу нету этих же ребят. Либо он просто, я не знаю, там запутался или что, и не присоединился к своему флоту. Но у него здесь уже куча бук. Такое ощущение, что он размечал систему. У него бука 1800 было, сейчас бука в 1000. Но мы сейчас можем просто его покошмарить, если он типа сейчас хочет отсюда уйти. Может быть, он приварпал, посмотрел, ага. Так, мне кто-то кинул. А, свои же кинули, да? Да. Сокор пишет, типа, поможешь поймать? Посмотрим. Либо он сейчас будет стараться выходить, либо кого-то ловить. Но что-то мне больше подсказывает, что, возможно, он... На врек, в него. На какой врек? Ты чего, дядя? А, точно! Слушай, ну-ка давай-ка мы вот так делаем. Бамс. Я врек-то и не видел. Включаю варп-двигатель. Сейчас я попробую. Там. А, тут наши типы. Ё-моё, я и не вижу. Все, типа я сейчас что могу сделать? Я могу вот так вот в него начать топить. Правильно? Варпнуть я на него не смогу. Он, наверное, тоже быстренько, да? Так, нет, он меня заберет. Он меня заберет. Нет, давайте развернемся. Я что-то даже не подумал посмотреть, что тут его ловят. Ну, звучит очень круто. Как минимум, это делает очень много денег. С учетом того, что у тебя далеко не 2-3 окна. Да-да-да. Очень такая выгодная штука. Но мерка, видишь, его не так много на самом деле. Поэтому... Тут относительно. На самом деле просто майнинг, он выгоден, ну, в много окон. У меня получается сейчас 12 лопат, бонусник Рорка и плюс еще 14 окно. Это Фалькон в виде цены. Но вот, допустим, простые, говорю, гравики, там примерно 1,2 миллиарда 1,3 в час. То есть... Так, куда он полетел? Он полетел. Ладно, мы вернемся на гайку. Получается, примерно там, если сильно прям не фанатеть, ну вот такие там вечерки, ну где-то 5-6 вечеров, и окупается проплата лопат плексами. Вот, ну и соответственно, дальше уже идет большая прибыль. То есть можно, я думаю, за месяц оплатить этих лопаты и, допустим, купить мазер в таком составе. Да я уже понял, Думзик, да, поэтому отлетаю. Так, ну скорее всего, да, скорее всего этот вот этот на фантазме просто заблудился. Ванька, куда ты иски деваешь? Да дело в том, что я не копаю столько. Я немножко ленивый в плане этого всего. И у меня не всегда, допустим, бывает там много времени в целом на игры, да. Тут еще где-то стримить надо. Где-то что-то по работе, проекты. Просто я еще в это русло не зашел. И все свои аккаунты я оплачиваю с карты сейчас. Вот такая штука. Ну вот этот месяц хочу закрыть, у меня до 22 числа еще есть время накопать на проплату, поэтому я как бы буду очень стараться это сделать.
Буду очень стараться это сделать. Так, мы тут еще в чатике. Тут, оказывается, ребята сформились, но они без голоса, просто в этом... как бы сами собрались. Получается, Тенга, Гиена, Сакра и 2 Эксика. Ну, неплохо. Может, и словим сейчас. Зачем тебе столько окон, если не копаешь? Ну, блин, нравится, нравится. Я же начинал вообще, получается, у меня было всего 3 лопаты и орка, далеко не топовая. Вот, а потом, получается, постепенно я делал плюс 3 лопаты. И вот так постепенно пришел к 12 лопатам. Но мне нравится, я, если честно, вот, знаете, как же, каждый получает какое-то свое наслаждение от каких-то таких вещей. Вот я нашел свое наслаждение именно вот в майнинге, в много окон. Я себя очень-очень приятно чувствую, когда вот ты... Ну, даже вот сегодня удалось немножко, да, прилетел, взорвал луну первую, получился синий взрыв, критовая луна, офигенно, выставил лопатки, вот наблюдаешь вот за этим осьминогом. Это некоторая такая своя медитативная тема, но вот она мне нравится. Плюс еще вот какой-то бывает, ты вот, я не знаю, приток адреналина, да, получаешь, вот, как вот, опять же, сегодня я вижу, нейтралы зашли, лопаты ушли, орка стоит CJ. Вот это вот эти вот секунды, там, вот эти 40 секунд, пока ты ждешь, вот в этой вкладке PvP, короче, прилетит сюда в грид, не прилетит этот цептор. У тебя уже начинают труситься руки, короче, ну как бы вот это вот все, знаешь, вот этот гормональный всплеск ты переживаешь, что прикольно. Это тоже та часть Евы. Вот сегодня даже человек, да, в чатике писал, что спасибо, благодаря твоим стримам я открыл для себя новый интересный контент в Еве. Многие даже, кто, допустим, PvP-шеры, там, кто там аномальки крутит, они, не пробовав и не видя это, ну, может быть, как-то визуально, не понимают, что это довольно-таки прикольная штука. И вот те, кто пробует, многим нравится. Ага, так и было, свидетель, да. Если заниматься стройкой, то прикольно, что из ничего получается что-то крутое. Да, совершенно верно. И бейсболка была черная. Да она и есть черная, просто, ну блин. Не одел. И опять же, я вот бейсболку одел, и у меня уже лысина мокрая вся. Жарко. Так, ну что? Давайте пока вот так сделаем. Сейчас, секунду. Чуть-чуть музычку сменим. Угу. В почке, я думаю, больше будет в час. Я в Дел вижу, Ванька. Сауджо, соу. Давай так, соу. В почке больше в час получится, речи нет, но ты не полетишь в почвень с роркой 12 халков. Ну просто никакого смысла в этом нету, ты просто сольешься и ничего с этого не получится. А в нулях, будучи, да, я копаю лед, копаю луны, копаю минералы. Нет-нет, бывает где-то конвойчик цепанешь, либо там в какой-то, не знаю, там плекси вельспар подсобираешь, где-то ВХшка открылась, там газ соберешь. То есть я здесь абсолютно, ну, все материалы нужные для производства, ну кроме газа, да, собираю. Планетарку тут же я могу настроить. То есть основной это момент, что я все-таки хочу прийти к производству. Вот, просто надо с этим заморочиться будет. А в почвень мы, ну не я, а ребята летали. Там очень доходно все это дело, да.
Так. Клим, дайте привет. Спасибо за фоллоу. Привет. Слушайте, в почке одна аномалька 3 КК дает, но это другой контент. Совершенно верно. Я про ИРЛ. Ты имеешь в виду, где я живу? Я живу в Казахстане, центральный Казахстан. Тут ничего такого нету. И помимо Евки, ну как бы и были это, я в этот момент восстановлю, я стримлю программирование, веб-разработку, какие-то разговорные тематики. Не только Ева в игровом плане. Сейчас хочу начать World of Warcraft, и я думаю, в скором времени Вовка будет. Да и в целом очень много игр, которые хочу поиграть. И, короче, у меня такая коллекция в Стиме игрушек, которые я очень-очень хотел поиграть когда-то и сейчас, но я в них не играю, потому что, типа, а как же я без стрима, короче, буду их играть? И, типа, и стримить надо, короче, их, да? И уже вне стрима я в них поиграть-то не могу, потому что, ну, меня бы жаба задушит, как так? Это надо стримить, чтобы людям, может быть, какое-то первое впечатление показать и тому прочее. Поэтому, ну, много интересного на будущее. Клим, вечер добрый. Играю майнером полгода примерно. Еще полгода в АФК сидел, но всегда хотел копать. Изучав твой канал, и в частности лучший видос в Еве про орку, которую жалко, решил наконец перестать мечтать и создавать свой флот. Орку качал давно, а лопаты 2. Так, сейчас, секунду. Тут 5 типочек прилетел, а наших нету. А куда все наши делись? Так, но если он будет проходить, я за ним приду. Так, лопаты 2 только, и пока ветры. Но процесс идет, и лед копается. И твоя заслуга в этом тоже есть. Спасибо, вдохновил своим контентом. Блин, спасибо от души, приятно так читать отзыв. Когда... Блин, ну, спасибо. Очень рад, что ты вникаешься в тематику. 2 ветра. Это очень круто. Смотри, ты, ну как бы да, понятно, проплачивать. Опаньки, он сюда подошел, что ли? Он прям вообще рядышком, да? Где он, ё-моё? Короче, он там активно сейчас кайтить будет, да? Но мы просто крутимся. Я не знаю, как его понять. Смотри, ну, я начинал, получается, с орки и 3 ветра. Если есть возможность, можешь по ссылочке в описании на ютубе, везде там под каждым роликом есть ссылка моя реферальная. Ты можешь по ней зарегать альта еще одного и получить сразу 1 000 000 СП. Тебе только нужно будет проплатить окошко, да, и ты сразу сможешь залить ты сразу сможешь залить туда 1 000 000 СП, и это как раз таки будет коветр. Довольно-таки неплохо вкачанный коветр. Вот, поэтому, ну, мой совет все-таки, если есть возможность, сделай себе флот вот орка плюс 3 ветра. Начни с империи, посмотри вот мои начальные стримы, там очень много моих ошибок отмечено. Как мне суициднули, получается, орку. На моих ошибках просто поучишься. Вот. А так, блин, так очень рад. Спасибо. Очень приятно, что вдохновляю тебя. Какая Вовка? Обнова через 2 дня выходит. Ну, я не говорю, что завтра. Обнову вот сейчас почупаем, покрутим, посмотрим. Потом и Вовка будет. И линейка, сейчас вот смотрю, там Legacy сервера запустили новые. Тоже можно ворваться, поиграть, блин. Я вообще свой путь в MMORPG и знакомство с MMORPG начал с линейки. Да-да, я так и сделал с альтами, и в будущем будут альты также делать. Вот. Ну, мой совет просто, чтобы получать, ну, какие-то более-менее цифры хорошие, в принципе, 3 ветра и орка это очень хорошо уже. А потом уже по мере как бы компьютера смотреть, по мере
возможности, может быть, еще плюс 3 окна сделать, там орка плюс 6 каветеров. Но я так и шел всегда. Я всегда по 3 делал. То есть сначала было 3 лопатки, потом 6, потом 9 и в итоге 12. На 12 я уже все останавливаюсь, потому что это вот то оптимальное количество лопат, которое вот для меня комфортно. В 2023 линейка, то, что доктор прописал. Это классика, это классика. Кстати, я очень в одно время, помню, залип в Архейдж. И вот сейчас посмотрел, как бы вроде новый тоже сервер запустили, свеженький. Блин, и в Архейдж бы тоже поиграть. Короче, дофига игр. А сколько еще игр типа X4, X3, которые можно пройти. Сколько игр еще космической тематики, где есть добыча ресурсов, и очень интересно это сделано. Это же все можно стримить. Я как бы и планирую в будущем сделать. То есть понедельник, среда, пятница это Евка по вечерам обязательно. Возможно, если у меня все-таки получится перейти на full тайм стриминг, когда это будет хотя бы какие-то деньги приносить, чтобы я мог, допустим, основной род деятельности закрыть и только стримами заниматься. Тогда может быть понедельник, среда, пятница это дневное время какие-то другие игры, вечернее время Евка, а вторник, четверг это какие-то другие игры. Но Евка, она как бы всегда была и будет, поэтому Ева на канале будет как одной из основных. А Папа Боль Dark Souls? Блин, Dark Souls, если честно, нет, не играл. Я вот смог Ведьмака 3 пройти, крутая игра оказалась. Я вот его купил, кстати, запустил, посмотрел, что все у меня не лагает, графон не хороший, и выключил. Думаю, надо на стриме это проходить. Короче, в Стиме очень-очень много купленных игр, которые, я говорю, не играю по той причине, что надо их стримить. А стримить вот все никак не получается. Потому что Евка забирает все время. Скоро Архейдж 2 выходит? Слушай, нет, не читал. Нифига, и чё? Когда примерно? Скажи дату. Блин, ну чё, мы его будем еще долго ловить? Столько времени на это вот фантазм уходит. И надо открыть балкон. Тут уже капец собралось, ребят. Не, фантазма, видать, не рачела, потому что он так этот бук наделал и в 1000, и 1800, и в соточке. И что-то мне кажется, он это... Какой-то соло PvP-шер, наверное, неплохой. Блин, Архейдж 2, прикольно, я очень бы хотел посмотреть на это. Простой Архейдж, он в 2014 году вышел, да? Это и до сих пор актуальная игра. Demiel Games. Блин, спасибо за рейд, слушай. Я думал, это подписочка. Спасибо за рейд, Demiel, спасибо большое. Ребят, всем, кто присоединился, здравствуйте. Это канал про жизнь майнера, про нелегкую, тяжелую жизнь шахтера в Еве. Но даже вот сегодня яркий пример тому, что мы из почти 3,5 часов покопали, ну, минут 40. А все остальное время у нас это разбор с нейтралами. Спасибо большое за подписочку, Демел, спасибо. Привет, спасибо большое от души. Спасибо за рейд. Кто присоединился, приятного просмотра. Вот, и сейчас вот у нас фантазм тут прилетел и мешает нам копать. А так как нас много лопаток, вот нам приходится как бы немножко это все дефать дело. Но это выходные так. Среди недели копается намного поприятнее, потому что среди недели может быть так, что и 6, и 8 часов подряд ни одного нейтрала нету практически нигде, и ты просто спокойненько копаешь. Но завтра будет стрим в любом случае, потому что, как я и говорил, понедельник, среда, пятница — это тот идеальный тайминг, минимальный, который должен быть по стримам.
Завтра, надеюсь, мы покопаем в более спокойной обстановке. Ну и, в принципе, сегодня я еще не собираюсь закругляться, поэтому я думаю, еще покопаем. Какой заработок на майне? Играю второй день, осваиваюсь только. Слушай, я копаю в 14 окон, грубо говоря. То есть у меня 12 халков и топовый бонусник Рорка. У меня доход на простых аномальках, вот на таких, типа Колоссал и Нормус, получается где-то, ну, в среднем 1,2 миллиарда в час. Сегодня вот я Луну свою взорвал, получился синий взрыв, вот мы ее покопали чуть-чуть, и ну там вышло, получается, где-то 1 миллиард 600 миллионов в час. Ну, довольно-таки неплохой доход. Я сам пару дней играю, слышал от всех, что майнинг это самое дно. Почему-то говорят. Да ты еще не раз это услышишь на самом деле, что майнинг самое дно. Потому что, знаешь, для новичка это, скажем так, чтобы на майнинге зарабатывать, нужно, здесь очень высокий порог входа в него, чтобы зарабатывать именно. То есть, если ты новичок, тебе доступна там Вентура, если там мы говорим про альфа-аккаунты. Хотя на Вентурке ты можешь копать, скопать газ в ВХшке. Это очень будет прибыльно. Одно из самых прибыльных занятий вообще для альфа-аккаунтов. Если ты проплатил Омеги, я говорю, чтобы хорошо на этом зарабатывать, нужно обязательно лететь в нули, либо в ВХ копать. Ну и желательно, то есть просто играя в одно окно, то есть имея один аккаунт, в целом нет никакой целесообразности быть майнером. Хотя ты можешь, конечно, улететь в нули, там под бонусами Сокорпа, допустим, копать. Да, в этом имеет смысл. Тогда ты будешь примерно 100-120 миллионов с халка прокачанного под бонусами Рорки, там по чьими-то получать доход. Но это не настолько, это настолько будет скучно, если в соло именно мы говорим, да, майнинг в одно окно там. Это не очень, как бы, интересно. Есть куда более прибыльных, те же самые абиссалы, тот же самый сканинг, тот же самый, не знаю, там, те же самые аномальки крутить. Это куда лучше с одним окном. Просто майнинг это про многооконность. Вот как вот видите, я, допустим, не сказать, что прям супер крупный майнер, но у меня 14 активных окон. Из них 12 лопат и 1 топовый бонусник. Ну вот как-то так. Майнинг в одно или два окна это дно. Но когда у тебя 10 плюс окон. Да-да-да. И вот я смотри. Объясню момент какой. То есть вот эти вот 12 окон для оплаты нужно где-то 30 миллиардов. Ну вот так не особо сильно напрягаясь, за недельку ты прокапываешь эти иски, чтобы оплатить 13 миллиардов за эти лопаты. Вот. И теперь смотри, у тебя еще 3 недели остается, грубо говоря, на то, чтобы ты как бы себе можешь заработать 90 миллиардов. Вот. Ну ладно, давай не 90, 60 миллиардов, допустим, сделать в месяц с учетом оплаты аккаунтов. Можно, в принципе, играя в наслаждение в эту игру. А если не продавать руду, а заниматься тем, что ты то, что ты накопал, продавать, то, что ты накопал, пускать в производство, то есть не продавать, а производить корабли, фит, расходку и так далее. То есть эта цифра она может удвоиться, грубо говоря. И вот это все в совокупности, это такой большой пласт контента в Еве, но, опять же, контента сложного. Здесь одно только производство освоить, это, ну, очень много, так скажем, нужно изучать, нужно просчитывать, нужно Excel таблички строить. Это непросто, но это интересно. Поэтому майнинг, который учитывает в себе производство, который учитывает в себе планетарку, добычу льда, газа, вот это вот все вместе, это очень интересно и прибыльно. А вот как вот Думзик написал, майнинг в 1-2 окна это дно, и я никому не советую этим заниматься в 1-2 окна.
Я скани сразу начал, но мани день на Хероне, потом купил и за 2 дня сделал лярд. В синих и зеленых. Так у меня комп не потянет даже 2 окна. Ну да, тут много вводных. Это по сколько часов играю? Ну примерно, смотри. Мы же можем с тобой прикинуть. Вот давай возьмем среднюю цифру 1,2 миллиарда в час. Ты копаешь вот этим составом, да? Ну давай нам нужно 2,5 миллиарда. Что-то они все выходят. Давай мы умножим на все 14 окон, да? У нас же там бонусник, Фалькон, там сынка этот. Нам нужно 35 миллиардов, да? Ну вот сейчас калькулятор сюда выведу, чтобы было понятно. 35 миллиардов нам надо на проплату лопат. Делим это на 1,2 миллиарда. Ой. Получается, мы находим... Нам надо 29 часов копки. 29 часов копки. Ну вот смотри, если мы будем играть... Ну давай по 5 часов. 29 разделим на 5. Если мы по 5 часов будем играть, это ну примерно 6 дней, да? 6 дней. Ну давай так. Давай не всегда будет прям в 6 дней в месяц там все получаться. Вот как вот сейчас, да, нам мешают нейтралы. Мы вот сейчас не копаем, просто как бы простаиваем. Мы можем этот момент умножить на 2, да? 6 умножаем на 2. 6 умножаем на 2. То есть вот этот вот комплект 14 окон копается примерно за 12 дней. Ну, это вот, я говорю, с учетом прям вот запаса по времени. А остальное время, которое ты копаешь уже себе в прибыль. И повторюсь, если... это мы говорим, если мы накопали и продали. А если мы накопали, пустили в производство и умножили это, то есть, грубо говоря, это очень доходная тема. Много заморочек, да, поэтому я говорю, порог входа в майнинг, в профессиональный, да, вот в многооконный, он высокий. Но опять же, тут и очень большие доходы. Я играл на Хероне часа по 2-4, скан вышел намного больше с тем условием, что меня 4 раза хлопнули. Не, на Херончике прикольно сканить, да? Тем более вот такого рода контент интересно злой Херон ведет. Там можно очень многому у него научиться с его стримов, с его записей. В целом скан, да, бывает так, что там в вечерочек полетаешь и свой лярдик тоже просто на фрегатике ты поднимаешь. Ну, я говорю, Ева, вот кто вот, допустим, новички, кто, ну, только вот недавно, да, в Еву пришли и разбираетесь. Ева тема прекрасна, что здесь, ну, настолько много контента разностороннего. То есть здесь каждый человек найдет себе занятие по душе. Даже старожилы Евы, я не знаю, которые там уже по 15 лет в нее играют, грубо говоря, тоже многих направлений контента не знают, там не щупали, не трогали. Поэтому я говорю, занятий здесь очень много разных. Под любой вкус. И этом Ева, вот этим именно Ева, она прекрасна, на мой взгляд. Когда пускаешь в производство, то в минус уходишь. Я проверял, не переработанная руда дороже. Не, ну опять же, это же пласт контента. То есть, ну пойми, просто так, не прокачав скиллы, допустим, не прокачав станцию, да, не зафитить станцию там в риге определенной, вот, допустим, для переработки руды в топ должна быть стоять цитадель Татара, на ней должны быть Т2 риги, и эта цитадель должна быть именно обязательно в нулях. У тебя на чаре должны быть прокачаны все скиллы. Так, сейчас, секунду. Походу нашли его сейчас. Включаю варп-двигатель. Нет, само собой. Если ты новичок, только вот начинаешь майнингом заниматься, тебе проще продать.
чтобы сразу получить денежку и развиваться как-то в этом отношении, да? Я абсолютно согласен с этим. Тут даже разговоров не может быть, да. Но я просто говорю, куда нужно развиваться, в каком направлении. А что-то тут нету нифига. Линканули сюда, прилетел он. Ой-ой. Полетели еще на гайки, покрутимся туда. Так, а что там у нас? Включаю варп-двигатель. Постримить мне не разрешают. Жаль. Ага. В соседку нейтральчик зашел. Как раз таки с этого гейта может прийти. Но тут наших, да, по-моему, было много. Блин, короче, воскресенье не самое вообще лучшее время под майнинг. Вот мы сейчас покопали. Просто сейчас я, конечно, могу заморочиться, сейчас улететь в систему, где лед. Но я прям уверен, там то же самое сейчас будет. Хотя, наверное, сейчас летаем, проверим. Хотя сейчас летаем, проверим. А почему мне сегодня сказали, что на Санисе нельзя сканить и зеленки делать? Господи, он что, зашел в СС? Ой, в ЕСС? Походу, да. Надо его сейчас здесь ловить по-любому. Он сейчас разводняк делает, чтобы на СС-ку все зашли, пока будут отлетать оттуда. Фарадир, всем привет. Привет. Напиши на английском, я что-то не совсем могу сейчас сопоставить, что за корабль. Саниси. Как на английском пишется? Ого, на сторке. Прикольно. Редко встречается такое. Красивенькая штучка. Бонусов раздался. Есть вопросики по копке, можно озвучить? Да, конечно, задавай. Все равно пока что пытаемся выжать нейтрал отсюда. Санесис, а давай глянем. Нет, почему? Можно на нем? У него бонусы же есть на чувствительность зондов. И на ракетки, как бы. На нем можно и сканить, и что-то даже где-то... зубы показать. Нет, ну зеленки делать на нем, я не знаю, в нулях зеленки ты на нем не поделаешь, конечно, потому что он для нулевых зеленок картонный. А может быть где-то, если в империи, то почему нет? Фаранир, между Т1 и Т2 баржами большая разница в количестве добычи? Очень большая. Ну прям очень большая. То есть если ты копаешь на каветоре, да, и пересаживаешься на Халк, это вот просто даже чисто визуально выглядит прям как колоссальный буст, прям реально как колоссальный буст. Вот, поэтому, да,
Если стоит вопрос, типа, а стоит ли учить Т2 баржу, стоит, и Т2 баржу стоит учить в 5, чтобы, допустим, именно X-хумеры там прокачивать в 5. Ну прям разница большая. То есть, я говорю, если ты копал на Коветоре, ты вот, допустим, вкачал Халк, даже Халк, допустим, там в 4, пересаживаешься на Халк с теми же самыми стрипами, да, там, оровскими, допустим. У тебя, во-первых, и намного быстрее он копает, намного... Ну, короче, разница прям очень большая. Понятно, что качать долго, но я говорю, вот по той системе, когда ты берешь, создаешь лопатки вот по моей реферальной ссылке, получаешь 1 000 000 СП, сразу заливаешь это в Коветор и, грубо говоря, выставляешь скиллы на Халк. Там буквально еще, наверное, дней 20 после этого или меньше. Ну, короче, в рамках месяца это укладывается. Ты в рамках... То есть ты, допустим, залил лям СП в Коветора, поставил скилл-план на Халк, сразу купил оровские стрипы, и ты в рамках этого месяца, то, что ты оплатил, ты садишься на Халк уже в 4. И благодаря тому, что у тебя оровские стрипы, ты, в принципе, около перфектный майнинг получаешь. Конечно, там уже тебе потом прокачивать надо дроны, там, шилд и тому прочее, все, но как бы я всем советую, кто вот будет создавать майнерский флот потихоньку, да, всегда в первую очередь сажать на Халк, стараться, не знаю, каким-то образом, может быть, нафармить или что-то сделать, чтобы сразу Халк одеть воровские стрипы и вот так копать. То есть многооконный майнинг, он актуален именно с оровскими стрипами, потому что если вы будете использовать Т2 кристаллы, или Т1, неважно, то, ну, блин, очень много руды, во-первых, в отходы уходит, а во-вторых, вот эти фракционные оровские стрипы, они дают длинный рейндж стрипа. И вот, допустим, если я прилетаю там на колоссал на Энормус, вот просто в точку приварпа в нулях, благодаря тому, что у меня все лопаты с оровскими стрипами, я не двигаю лопаты, все, они у меня все статики встали, я выкинул Энормус контейнер, и все, я дотягиваюсь до каждого камешка, потому что там рейндж 64 километра, плюс еще есть бустеры, которые раздаваются до 78 километров. Вот сегодня мы там видели. Вот, как-то так. У Санезиса нет бонуса на взлом. Нет, если говорить про Санезис и, допустим, датки, то да, контейнеры повзламывать будет проблематично. Ты просто, ну, очень много времени будешь тратить на это и впустую. Но, на мой взгляд, самая лучшая для скана — это Астерка, нет? Вот кто как относится? Вот если именно для скана вот такого, что где-то там, может быть, и тебе ДПСик нужен, и посканить там быстренько, и повзламывать там датки, информационки, Астерка, по-моему, самая офигенная. Но я вообще, допустим, по скану летаю на Гелиусе. Мне просто удобнее. Астерку я не знаю, даже посмотреть, я его выучил, не выучил. Так, все, этот, походу, набываться в орку. И давайте пособираем, наконец, миркоцит, я-моя. Понял, может, странный вопрос. Какие кристаллы учить в первую очередь? На какие виды руды? Ну смотри, опять же, я кристаллы не советую использовать. Ну хотя, если у тебя там 2, ну 3 лопатки, то да, соглашусь, возможно, там стоит. Но смотри сразу в сторону B-type кристаллов, если это какие-то массовые руды, допустим, там бельты, гравики, луны. В первую очередь, допустим, Т2 кристаллами я бы копал луны R8, которые дешевые. Почему? Потому что объема там руды очень много, и то, что там у тебя в отходы уходит, не так страшно. А если, допустим, гравики, ну гравики я копаю всегда только оровскими. Да и, в принципе, и луны стараюсь оровскими. Ну а по кристаллам ты, если посмотришь, каждый кристалл для какого-то типа лун, ой, ну руды, там для разных лун, для разной руды. Просто смотри на то, где ты обитаешь, в каком спейсе ты живешь, и какая руда у тебя в гравиках, в аномальках
в бильтах, какие луны ты будешь по месту жительства иметь возможность копать. И вот эти кристаллы тебе нужно проучить. Блин, я не знаю, сейчас я фит найду астерки, нет? Это просто клочное. Не, у меня, наверное, скан еще не будет. Но тут, наверное, за место вот этой ерунды просто скан. Ну да, за место Drone Link Augmenter этот Probe Launcher. И все. Ну вообще, нет, астерку лучше какую-то другую. Это... у меня нет фита астерки. Я потому что ей не заморачивался, если честно. И сканить-то научился довольно-таки недавно, чтобы сканить эти... газовые аномальки и ВХшки. Потому что реально была потребность в этом. Так, ну чё? Полетели? У нас тут, конечно, Ковла Тенга висит. А как мы от нее можем отконтриться? Он сейчас же посмотрит, он может прилететь ко мне, правильно? Ну и ладно, контент, сольемся. Так, давайте, короче, мерк. Полетели. Включаю варп-двигатель. Астерка стоит что-то там недорого. Сейчас посмотрим. Ну вот у нас в нулях астерка стоит 123 ляма. Юрий, когда вылет на рорках? Хочу поучаствовать. На рорках уже вылетели. Я попросил разрешения постримить. Мне сказали, нельзя стримить наши тактические решения. Поэтому вот так. Ёшкин кот, тут неписи полный вагон. Блин. А эти не умеют. Ладно. О, стоп, конвой. Конвой. Офигеть, нам повезло, здесь конвой. Давай. Давай, быстрее. Тут конвой. Юху! Слушайте. Тут конвойчик. Так, дроны. В помощь, Юрий Прудников. Дроны в помощь, Юрий Прудников. Все, сейчас отстреливаем сначала вот эту вот всю нечисть. Так, таргет пейнтером давай подсветим. По кому они бьют? Так, список наблюдения. Вот по Бончи бьют. У меня тоже в... А я что, не выпустил дронов, что ли? Да господи, давай тоже атакуй. Так, и подкачиваем лопатку. Блин, конвой, офигенно. Сейчас мы руды пособираем здесь. Так, у меня есть трактор? Да, трактор надо запустить для себя. Что-то сегодня вообще день удачный, слушайте. И синий взрыв. Из первого билта, короче, у нас этот конвойчик. Сейчас просто конвойчик может быть вкусный. Он бывает с морфитом. Блин, опоздал.
Привет, привет. АКП, понимаю, что через тебя народ придет в клан. Не ледовина. Ну, люди играют в игру. Я как бы вообще здесь не берусь судить, там, хорошо это и плохо. Но люди играют в игру. Всем должно быть комфортно. Никто не должен переживать за мои стримы. А в принципе в Карпу и так людей приходит достаточно много. Так, вот, все, пошли эти. Пошли хаулеры. А чё я, кстати, туплю? Пока этот, надо же копать. Давай я бонусы сразу раздам. Пока конвойчик разбирается, мы будем копать мерк. Так, у нас получается под бонусами 41. Все, я дальний забираю. Раз, два. А тут 41 тоже там. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Наша задача сейчас забрать мерк с этого бильта. И как раз таки... А чё? А, они типа меня не атакуют, и ты типа их тоже не атакуешь, да? Ну ты молодец. А стоп, подожди, они же были в локе у меня. Типа, что за ерунда? Как будто джам, да, от кого-то был. Так, ладно, копаем дальше. Нам надо собрать все камешки. Но в 9 лопаток, кстати, быстро собирается мерк. Кто, кстати, хотел посмотреть, как мерка собирается, что там по доходности, сейчас примерно тоже сможете увидеть. Но, опять же, мы сейчас первый, да, подметем сейчас этот бельтик, и я полечу собирать, что там с конвоя выпало. Почему лог сбивается? Я не понял, уже второй раз. Типа, это нормально? Так, чего у нас сюда нападало? А что-то слабенько, 22 ляма. Миксалон. Миксалона чуть упал. А, понятно, тут не поместилось все. 144 ляма, 160 лямов уже. И сейчас вот мы этого подбили, да? Почему? А, ну все, сейчас он подтянется. Так, вообще мне надо подсканчик фигачить. На предмет тенгу. Она клочная, зараза. Так, что там, подтягивается, нет? Получается... Не понял. Трейлер. Что, ты забрал, что ли, сюда? 109. А, изоген. Ну, неплохо. 86. Изоген. Так, это мы можем сейчас забрать, да? Но у нас там миксалона получается сколько? 27,5. Так, сейчас, ладно. Давайте сделаем по уму все. Сделаем все по уму. Скинем сейчас в орку. Тут у нас вроде что-то там копается даже. Ну вот камешки уже начинают отлетать. Сейчас давайте дособерем. Кстати, надо дронов собрать. А, ну все, верю. Так, сейчас тогда получается, что у нас тут? Второй камешек. Все, все камешки мы отсюда вытащили. И полетим сейчас на татарочку. Я пересяду быстренько
Включаю варп-двигатель. Так, что там у нас? У нас свои проходят. Мне нужно... так, трактор, сохранить координаты. Так, секунду, я тогда отменю. Трактор, сохранить координаты. Отправить. Все, я сейчас сразу на этот трактор буду прилетать. Включаю варп-двигатель. У меня просто на татарке есть этот индус, который чисто руду, это минералы возит, минераловоз. Мы сейчас сразу подберем. И в принципе, блин, офигенчик. Мы, получается, там 160 плюс 89. 240 миллионов сейчас минеральчиков возьмем. Но это же замечательно. Сегодня, короче, хороший вечерочек. Мы, получается, на сколько сейчас? А сейчас я, кстати, прикину. Там же еще в этих было. Сейчас я пересяду. В разрешении отказано. Опять линки забыл выключить. Блин, на шаттле сейчас сюда зайдет, чувак. Этот Ким на шаттле. Разрешение И никто, получено. кстати, блин, мне опять не напомнил про линки. Есть же кто? Twitch, не спите. Там есть этот награды, типа выключить линки. У меня прям это прям беда. Я уже даже слил один раз орку из-за этих линков. Забываю отключать их. Так, где вот минераловоз? Блин, ковойчик вообще в тему. Офигенно. Там тем более миксалон и саген это такие нужные для производства миники. Так, вот играю несколько дней, все понимаю в одинокого. А смотрю боевку, не понимаю. Ну, блин, это не простая игра сама по себе, поэтому вообще как бы не парься в этом плане. Так, вот он, да? Ага. Включаю Поэтому варп-двигатель. постепенно все придет. Я, допустим, боевку до сих пор не понимаю. Ну, как бы общее-то понимание есть. Это надо, видишь, чтобы понять боевку и уметь здесь ПВП, тут надо именно летать на ПВП. То есть не просто там читать, смотреть, там фитить, а именно по факту летать и набивать шишки, сливать кучу-кучу кораблей. Поэтому... Ну, только такой путь. По-другому ты никак не выучишь ничего такого. Так, все, сейчас отсюда забираем. И получается с трактора. И трактор еще заберем. Так, вот здесь 144. И в тракторе у нас Исакен. Эта штука вот так. 200. Так, давайте трактор сначала погрузим в отсек. Все, и получается вот этот вот лут. 4 ляма. Нам же не лишние 4 ляма. Мы тоже заберем. Все отлично. И итого у нас... Так, сразу давайте на татарочку. Татарочка, бамс. Итого у нас Включаю варп-двигатель. 4 и 249. 253 миллиона. Так, подождите. Это нужно еще по Джанису смотреть. Сейчас я по Джанису гляну. Пожито сел посмотрим. Если бы мне, допустим, надо было купить. Ну да, 249. Это пожито сел. И 240 по житобай. То есть я могу сейчас сразу там в жите на 240, да, продать. Ну, приятненько, да, согласитесь. Еще мы мерка собрали с лопаток. Сейчас, кстати, его тоже посчитаем.
Разрешение получено. Сколько мы там накопали сейчас на Луне, на этой критовой? Сейчас я тоже гляну. Ой, что-то сильно кресло уронил. Так, выкидываем наши минеральчики. Так, стоп. Есть руда. А, все, миники у меня здесь. 159. Икселон. Все, давайте плюсом сюда в склад. Я хотел посмотреть, да, вот этот момент. Плюс там еще в Халках осталось. Сейчас по Джанису. Сколько у нас с Луны получилось сегодня? Я что-то даже общий итог-то не сделал. А получилось у нас... $425 лямов у нас получилось. Да, 425 лямов. Это мы с Луны забрали. Плюс, ну... неплохо в целом. Да мы там копали-то, я говорю, совсем чуть-чуть. И нейтралы. А еще засалить... Так, а на чем я могу засалить? У меня там ничего, салящего-то нету, блин, здесь. Так, я предлагаю продолжить наш экскурс. Так, мы там что-то поскидывали, да? Ладно, андокаемся. Сейчас я сделаю чуть по-другому. Блин, вот, конечно, вот этот вот момент напрягает, то, что уже неделю висит в системе вот этот вот Карлос Варен, вот этот вот нейтрал, на ковра этой тенги, блин, своей. Просто хрен его знает, вот что, вот, как бы, АФК, он не АФК. Он просто реально вот уже неделю, бывало даже целыми днями. Я утром зайду, он висит там, вечером зайду, в обед зайду. Он постоянно там висит, короче. Так, сейчас я выгружу с этих... Отсюда я выгрузил. Отсюда нет. Не успел, да? Я только с одного вот нам вывел. Ну вот, сейчас повыгружаю. Сразу скинем здесь, пока мы находимся. Так, с 3 сделали. Ну тоже, как вот, допустим, да, быстренько перекидывать. Вот в Корка Ангар я скидываю. И вот она для чего орка мне... У нее 187 тысяч кубов. То есть я раздаю бонусы и использую ее вот как вот такой грузовичок. В Сидж я не встаю, потому что орка в Сидже в нулях это практически стопудово, что вы отлетите от первых же нейтралов, которые решат посетить ваш регион. Все, вот так быстренько скидываем, настраиваем вот этот вот момент. Вот в орке, кстати, очень удобно сделано. Ни в парпойке, ни в рорке такого нету. Допустим, смотрите, я просто нажимаю на орку. Выходит эта кругленькая менюшка, и сразу открыть ангар флота есть. Вот это максимально удобно. Почему так не сделали на рорке или там на парпойке, я не понимаю. Там приходится правой кнопкой мыши тыкать, там искать этот корп-ангар. Ой, ангар флота. Тут раз просто зажал, чик. Все, в одно действие. Все прекрасно.
Так, ну вот смотрите, с одного бильта. Сейчас я опять же по Джанису посчитаю, потому что то, что здесь показывает, не совсем бывает корректно. То есть с одного бильта мерка мы вот 9 лопатками взяли 52 миллиона. 66 миллионов после репроцесса. Вот 66 лямов с бильта. Но мы там были, там, ну сколько там, ну какие-то там секундочки, да, там недолго. Кстати, вот вопросы, кто сегодня спрашивал касательно того, вот что там по меркоциту, да? Да все там вот как бы круто по меркоциту. Все, полетели на вторую букву по мерку. Вот так вот делаем. Но важно понимать, если вот вы живете в нулях и хотите заняться мерком, вам нужно предварительно размечать систему. То есть вы на коврике прилетаете в белт, настраиваете вот чисто отображение мерка, и вы должны выставить букву в такой точке, с которой все камешки будут вот в районе 38-40 километров, потому что рейндж стрипа под бонусами что-то там в районе 41 километра. И вот вы должны, получается, охватить вот все, что вот в этом рейнже. Всем привет. Всем доброго вечера, извиняюсь за опоздание. Майнготер, привет, друзья, привет. Вот, поэтому если вы все бильты в системе разметили, где у вас есть мерк, именно вот по такой системе, так, сразу сейчас в ассист даю. Кстати, орка очень быстро разбирается вот с этой неписью, при учете, что ей дали в ассист. Вот сейчас смотрите, какая пачка. А это у меня еще остальные лопаты не проучили Т2 дронов. Когда они их проучат, ну это прям будет вообще шикардос. Так, чтобы время не терять, давайте раздаю бонусы. Здесь переключаюсь на вкладку PvP, чтобы, если что, там отслеживать. И здесь у нас, у нас 41 километр. Мы подбираем вот эти 4 камушка, а остальные вот эти камушки, они просто в другом рейнже. Это третья, так скажем, приварбука. И я на нее варпаю после 3 первых. Так, выставляем лопатки. Так, что тут, непись разбирается? Разбирается, отлично. Давайте в ассист еще дадим. И в то же время, у нас сейчас подходит цикл. Сколько сейчас цикл? 7 секунд, отлично. Все, чтобы дронов не забыть, на всякий случай я их сразу возвращаю. Все, и копаем. В принципе, как уже что-то появляется, что большими объемами не оперировать, можно сразу скидывать. Ангарчик довольно-таки быстро открывается, легко. Я говорю, вот это вообще мега удобно сделали. Как будто специально под это и делали. Видите, какие камушки маленькие? То есть уже он отлетело, короче,
камешков. Залежи руды. 2 штуки, да, отлетело? Они еще так отлетают, не всегда удобно. Так, выкидываем. Залежи руды исчерпаны. Ну вот так вот, в общем, происходит копка-мерка. Залежи руды исчерпаны. А еще вот сейчас говорю, когда наловчишься, что у тебя этот Залежи руды исчерпаны. орка уходит прямо одновременно с лопатами, вот это тогда момент с открытием ангара флота, он нивелируется, потому что он не закрывается. Ну, то есть, когда они вместе проварпывают, не пропадает, получается. Залежи руды исчерпаны. Так, все, у нас все камешки мы перекинули. Полетели на следующий. Этот. Все, дронов мы собрали. Полетели на следующую буку. Вот это третья приблизится. Летим на 4-ю. После 4-й летим на 3-ю. Все, команда на вар пошла. Делаем УВДшечку. Я не вижу Юркиной рорки. Да потому что сегодня что-то проходной двор тут был весь вечер. Вот весь стрим реально проходной двор был. Поэтому я сегодня не особо так... Я на рорке покопал, да, чуть-чуть. Но... вот то, о чем я говорил. Видите? Лопатки вместе с роркой. Ой, оркой. И то есть теперь вот эта вот штука не закрылась. И это прям вообще верх мастерства, я считаю. Делать такие переварпы. Бля, опять непись, да ёб вашу мать. Помочь. Опа, а чё так далеко? Подожди, не понял. Почему? Ладно. Я понял. Поступим вот так. Просто придется сейчас нам сделать разбежку по камешкам. Так, а я помощь отдал? Окей. Так, вот это вот, пожалуйста, вот сюда. И надо проверить, никого там сильно не пинают. Не, Бонча выдержит. Все, сейчас мы уже добьем. Так, ты вот этих бей. А те будут пинать того. Все, отлично. Окей, так. Теперь ты тоже можешь. И теперь ты тоже. А, ты еще не можешь. Все, сейчас до 41 доведем. Сейчас лазерами цепанусь и стопну. Угу. Все, стопал. Так, и теперь вот эта лопатка полетит вот за этим. Вот это тоже полетит за этим. И это полетит за вот этим. Это полетит вот сюда. Это полетит вот сюда. Это полетит. Это будет просто сейчас копать вот этот. Все, мы сейчас по камешкам разобрали. И у нас, в принципе, все будет хорошо. Так, непись спилили. Забираем дронов. Чтобы в случае чего я их там не потерял. И пилим. Окей, хорошо, хорошо. Здесь сейчас уже можно будет тоже подбирать. Напомню, раньше у меня 41 километр, поэтому я должен подлететь на расстояние ниже 41 километр. Если доработать под Евку фразу пеленга пирата из космических рейнджеров,
Этот белт моя добыча. Ну да. Да. Ну вот что касается меркоцита, тут да, тут если кто-то еще в вашей системе или регионе занимается вот таким же, то это очень большая конкуренция. Действительно могут быть какие-то, может быть, даже взаимные неприязни из-за конкуренции этой. Так, тут все хорошо. Все, копаем. Все, копаем. 4 камушка, они сейчас быстро отлетят. Залежи руды. Вон, уже один отлетел. Как бы говорю, камни сами по себе небольшие. Примерно, если они висят, допустим, ну, несколько дней, там 2-3 дня, ну, в районе 27-30 тысяч кубов могут быть камни. Но, как правило, это от 7 до 15 тысяч кубов в одном камне. С учетом того, что мы копаем их А-тайп кристаллами, там тоже есть какой-то процент отходов. Поэтому, ну, камешки, ну, как бы маловатые, так скажем. Так, еще один камешек отлетел. Отлично. А сейчас и выгрузим сразу все. А кто там остался копать? Что-то один какой-то камень остался, походу. Ага, все у тебя. Все, тогда ты копаешь. А ты что, так ничего не выкопал, что ли? Или куда я не успел, не долетел? (53, 35). А, вот они двое копают. А, ну все, сейчас они все сделают как надо. Окей. Выгружаем. Все, супер. Сейчас давайте их подзовем. А, они летят, да? Все. Этот тоже летит. Этот тоже летит. Этот не летит, потому что он копал. Так, и тебя тоже отправим. Все, сейчас выгружаем, получается, мерк. И летим на следующую букву. Давай, добирайся. Все. Вот еще мы сколько сейчас. Давайте сейчас по Джанису быстро чекну. Пока, кстати, пока сделаю переварп. Это мы в 4-й были. В 3-ю обратно. Вот так. Включаю варп-двигатель. И по Джанису чекну. Это получается 2-й, да, бельт по счету? С того мы взяли 66, да, лямов? А отсюда 93. То есть с 2 бельтов уже получается у нас 160 миллионов. То есть мы собрали 2 бельта мерка и получили уже 160 миллионов. Но это 9 халков. Блин, немножко по-разному шли варп. Так, тут 3 камешка. Ну, давай их тоже будем подбирать.
Уже тогда ползти туда не будем за следующими. Потом сразу полетим на 5-ю букву. Блин, ну что-то мне подсказывает. Сейчас вот мы эти 3 камешка подберем, и надо будет чуть-чуть где-то потусоваться на тизере. Потому что вот этот товарищ, который на Ковротенге, хоть он и соло товарищ, но он может сейчас, допустим, насканить, увидеть, что тут Халки. Он просто может прилететь и, ну, слить мне лопату. А мне это не надо. Все, красота, да? Красота же. Смотрите, какая красота. Идет процесс добычи. Процесс добычи меркоцита. Ну, кстати, уже пободрее. А когда успел этот цикл один пройти? Что-то я думал, еще не прошел он. Так, ну тут камешки пободрее уже прям. Это мы сейчас 1, 2, 3, 4 собираем, да? Приварбуку. Ой. Не, мерк приятно, конечно. Ты, кто туда поехал? Кто поехал? Ты зачем куда-то поехал? Ты чего? Опа, сразу все. Так, все собрали. Все, давайте сейчас на татарочку. На татарочку. Бац. Надо будет выгрузиться. Включаю варп-двигатель. Кто не успел выгрузиться? Все успели выгрузиться. Отлично. Отлично. А сейчас, кстати, пожатый мерк может еще дороже стоить. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Блин, ну вот все, вроде сейчас устаканилось все. Но вот этот вот типочек, висящий на тенгу. Ведь он висит, по его киллборде я видел, что он слил здесь Макинаву. Он сливает индусиков. По-видимому, у него просто стиль игры такой. То есть он... Ой, блядь, опять я не выключил линки. Да что ты будешь делать, а? Twitch, блин, вы же смотрите. Почему не нажимаете напоминалку? Ну, поварпать пока хотя бы. Двигатель. Пока линки выключаются, хотя бы поварпать, потому что просто стоять без тизера такое себе. Вот так хоть время потянем чуть-чуть. Включаю варп-двигатель. Так, все, линки off.
чего делать? Чего поделать? Возможно, нам стоит попробовать покопать Луну под, не боясь эту Тенгу. Что она может сделать, если она клочная и кровь клочная? Но она типа может сканить. Она нас увидит, прилетит и может слить мне Халк с соровскими стрипами, правильно? Правильно. Хотим ли мы этого? Не очень хотим. Тогда, возможно, стоит полететь покопать лед. Так, давайте перекину. Сейчас я мерк весь. Либо покупать все-таки эту Луну еще. И пофиг на эту Тенгу. Да, в соседке нейтрал. Разрешение получено. Дай-ка я пожму этот мерк. Да, сейчас по-любому здесь чуть я уже мерк пособирал. Хочется чего-то, какого-то движника. Возможно, мы сейчас еще 3 лопатки подлогиним и, наверное, попробуем еще лед покопать. Ну, короче, если кому интересно, плюс-минус, да, по доходности. То есть выгодно очень в нулях копать кританутые R8 луны, прям очень классно. Гравики где-то лярд 200 в час с 12 халков. Лед вообще тоже. Короче, более-менее все примерно, ну там 100-150 миллионов варьируется в час халка добыча. У меня счастье, открыли в ВХ, а там 7 газов ханамалик. Блин, это офигенно, поздравляю, Грэс. 7 газовых, сейчас их все высосать, вообще будет шикардос. А газ какой? Наверное, весь спектр от C50 до C84, наверное, да? Это же вообще шикарно. Так, давайте мерк пожмем. $185. Так, а по Джанису сейчас я гляну, секунду. Блин, что-то трек не нравится мне. Вот этот надо. 194, если по 213 лямов, если переработать. Так, здесь у нас на 400. Плюс у нас еще льда, плюс там. Вот, кстати, газиком я тоже летал. C28, C32 копнул. Это вот на прошлом стриме было. А я говорю, вот перед стримом полетел такой счастливый. C50 накопал, C60, C72 и C84. На 700 лямов там, блин. И долбанули меня. Такс. Чего же делать? С этим вот пассажиром я не хочу копать на рорке. Потому что... Блин, иорский... Вообще, короче, когда есть какой-то нейтрал, оно того не стоит сейчас, допустим, эти там... Даже этот миллиард в час. Он не стоит того, что
риски большие, что ты либо Рорку можешь потерять, либо Халка с оровскими стрипами. Поэтому сейчас давайте я полечу. Так, а как лучше сделать? Чтобы вам, наверное, тоже было видно, да? Да, давайте так сделаем. Это же во флот всегда можно будет принять. Я тогда отсюда выгружаюсь. И здесь загружаюсь. Сейчас я глазками пролечу в систему, где есть лед. Посмотрим, там изучим. Если там спокойно, еще слетаем, покопаем лед. Так, что, подгрузился, а? Подключаюсь к серверу. Сейчас полетим. Посмотрим, что там по льду. Если что, еще на лед залетим. А пока... Да что ты будешь делать? Почилим. Все, окей, сейчас я Дест выставлю. А вы его будете видеть, да, Дест? Я не помню, вы его видите? Вы его видите. Поэтому нифиг вам его видеть. Я маршрут вот так скрываю. И вот так делаю. Все, и полетел по своим делам. Включаю варп-двигатель. Блин, Фалькон тоже вот этому окошку долго так учил, но всем советую. Именно Фалькон в виде такой вот рабочей цины. Почему Фалькон? Потому что в целом вам же как майнеру-производственнику нужно будет также там пропрыгивать джамфурой. И бывает, ну, разные ситуации на самом деле бывают. И может так произойти, что у вас, допустим, какой-нибудь бобрик может затаклить вашу джамфуру или даже ту же самую Рорку, да, там на пропрыге. А на Фальконе он же жмет сценку, на нее прыгает там Рорка, либо там фура. И вы можете, если увидели, что такая фигня происходит, до того момента, пока у вас лежит на вас скребок, допустим, на фуре, она не может стать в тизер. Но как только, допустим, скрамблер или дизраптор спадает, фура автоматически стоит на тизер там и может задокаться, да? Вот, и Фальконом, как бы, вы просто лочите, даже будучи там, сценка прожигается, вы лочите и тут же кидаете джамилки. И как только, если еще, допустим, не успели прилететь или там только прилетели, ну, дропнулись на цинку, но не успели залочить, только вот этот один бобрик лочит, да, который цинку прожег. Если вы успеете отжамить, то есть некоторая вероятность, что вы спасете фуру там или Рорку, если там, допустим, профокапили момент и вас на андоке. Но, как правило, это с джамфурой связано. Как правило, джамфуры ловят таким образом. И, в общем, имея Фалькон в медицины, зафиченный именно вот в джам, вы имеете большой шанс, что вы спасете. Так, здесь хорошо. Леваков нету. Включаю варп-двигатель. Слушайте, возможно, сейчас мы покопаем лед.
Как будто бы все хорошо. Донаты, ну, не заказывают. Мы сегодня и так слушали музыку очень долго. По полоске донатной это можно увидеть. Если ты об этом. Ну, Мари стримит. Да, у меня что? Так и так. Тут как будто бы все хорошо. Так, тогда полетели, посмотрим, что там у нас осталось. Включаю варп Со льдом. двигатель. Удалим буку. Сейчас на аномальке ледовой сделаем буку плюс 300 выше. И полетим, наверное, тогда покопаем лед, если он тут остался. У меня как раз таки heavy water. Вода заканчивается, и надо водички. Водички будет надо. О, да тут лед не тронутый практически. Обалдеть. Ну, good. Тогда сейчас покопаем. Все, сейчас я буку делаю. Для чего так делается? То есть фальк. Сейчас я буду делать буку плюс 300 от астероидного вот этого вот скопления. Это делается для того, чтобы... Ну, тут неписи набили сколько. Чтобы если вдруг меня затаклят и для флота спасения там я мог прожечь цину там в плюс 300 от... Ну, то, короче, чтобы они на цинку, когда прилетели, могли сразу на рорку наварпать. Обычно это так сделается. Поэтому, да, одно из таких правил, как вот перед тем, как начать копать, надо подготовиться. Блин, ну льда тут прям нормально. И, кстати, этот вот этот ледовый график уже скапывал в ноль прям. Тут камешки очень здоровые какие. Dark Glitter. Черный блеск. Тут просто какой-то Glare Crust. А что тут еще есть? Вот этот какой-то лед, да, тоже? Накопитель полностью разряжен. Прикольно. Так, ну дальний уже далеко. Все, сейчас чуть-чуть еще повыше подымемся. Буку сделаем. Накопитель полностью разряжен. Блин, надо посмотреть, кстати, фит, можешь пересмотреть, чтобы кабаста был. Хотя я тут и ковра цинку зафитил, но может быть она не нужна, но пересмотреть будет, да, чуть-чуть. Чуть-чуть фальк у меня может быть неправильным. Накопитель полностью разряжен. Накопитель полностью разряжен. В ноль вообще. Капы там 3%.
Так, ну мы достаточно высоко уже поднялись. Накопитель полностью Я разряжен. думаю... Я думаю, достаточно. Угу. Такс, теперь мне надо выйти вот сюда. А нет, какой сюда? Стоп. Не сюда, мне надо на татарку. Мне ж там сыну прожигать. Включаю варп-двигатель. Кто-то сзади, ты тут еще? Что там получилось посмотреть, что за 7 газовых аномалий? Какой газ? Ой, я что, не долетел из-за капа? Да ну нафиг. Включаю варп-двигатель. Ну вот, отлично. О, наумат у кого-то, ё-моё. Один из самых красивых джамфур. Мне очень нравится дизайн. Вообще вот мотарские кары, фуры довольно-таки симпатичные. Но я себе выучил уже колдарский Чарон и Рею. Это мои фавориты. Так, все, тогда отсюда мы отваливаемся. Залогинимся сейчас на другом окне. Давайте подгрузим еще 3 окошка наших. Угу. Пересаживаемся на орку. Ой, на рорку. Так. Нам надо перефититься. Нам надо снять эту лунную сжималку. И надо обуть сжималку льдовую. Так, сейчас это упакуем. Но мы можем с собой взять? Мы куда-то можем ее с собой положить? Да, мы можем ее положить с собой, по-видимому, вот сюда. Так, Capital Ice компрессор. Да, и за место сжималки мы ставим портал. Потому что мы будем делать групповой прыжок. Все, и сжималка у нас айсовая лежит в карго. Все, мы ее оденем. У нас есть Enormous, у нас есть Heavy Water. Все же я правильно говорю, да? Да, все вот так. Так, все, по этой части мы готовы. Подгружаем, давайте сейчас еще 3 окошка наши. Будем переобувать их в копку льда. Так, все, сынка готова. В принципе, можно уже начинать переобувать.
опять же, каким методом? Вот у нас есть айс, тоже установить на пилотируемый корабль. Все, у нас ставятся айс-харвастилки. Пока еще оровские не взял, дороговато, но буду ставить оровские. И айс-харвестер апгрейды. Все отлично. Сейчас давайте переобуем всех. Угу. Так, а здесь, по-моему, да, зачем-то у меня в фите кристаллы были сохранены. Так, главное вот эти вот моменты. Все, переобулись. Вообще, кстати, что касательно льда. Вся фишка в том, что начать копать лед — это самая быстрая прокачка вообще в Еве под какой-то профиль, да? Потому что вот эти ледовые, короче, стрипы Т2 даже и апгрейды, ну, качаются очень быстро. И там скиллов, там каких-то нюансов нету. У тебя просто есть один тип льда на все. У тебя как бы и на переработку льда не надо много скиллов. И на того, чтобы начать добывать лед, тебе не надо много скиллов. Поэтому, возможно, новичкам стоит тоже как бы посмотреть внимание на лед. Причем там он довольно-таки доходный по искачасу. Ну и плюс вы как минимум там тяжелую воду себе, да, сможете сами добывать. Что тоже немаловажно, потому что тяжелой воды надо очень много. В плане того, что даже вот просто сама же орка, ее потребляют довольно-таки в больших количествах. Вот такие дела. Так. Еще 2 лопатки сейчас допереобуем. Еще 2 лопатки допереобуем. Окей, теперь надо прокинуть флот. Сейчас Эдику. Эдик, где Эдик? Ага. Сейчас сначала Эдика закинем вот сюда. Ага. И теперь получается у нас кто не во флоте? Фалит. Угу. Так, фалит. Где он у нас? Вот он. Угу. Теперь у нас остался Шеллон. Стаканостый, пинг, пикот, искорили, Шеллон. И у нас остался Исер. Исер, где ты? Вот он. Так, все готовы? Все готовы. Все, андокаемся. Да, андокаемся. Вот только газ почистил и комбатки. Вот. Вся боль вот этой штуки в ВХ.
скажи кто-то сзади, какой газ там получилось собрать? Все типы? Я думаю, система аномалия, кто-то, наверное, от C50 до C84, да? Ну, конкретно вот для производства того же Чарона надо много очень... C60, C70, C72. Такого рода, короче. Поэтому недооценивать, что как бы потребность в газе, газа надо, короче, ну, дофига для производства чего-то. Так, что там, все у меня андокнулись, нет? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Все. Делаем регрупп. Делаем регрупп. Сейчас перезагрузим. Так, сейчас будем делать групповой прыжок всеми лопатами сразу. Вообще как бы в другую территорию карты. За это, короче, я вообще очень, ну, кайфовал одно время вот поначалу, но сейчас тоже кайфую. Вот от этой способности Рорки. То есть у меня 12 лопат. Ну, как бы, вот если так понимать, да, их надо там ручками вести, это же капец гемор. А сейчас я просто сделаю групповой прыжок и весь свой вот этот копательный флот перемещу на другую, короче, вообще сторону карты, чтобы покопать лед. Это замечательно просто. Кто-то сзади. 50, 60, 70, 28, 32, 72, 84. Блин, красава вообще. Офигенно. Ты, наверное, лярда под 2,5, да, получилось у тебя с 7 этих? Сколько получилось, если сейчас вот продать в исках? Наверное, я говорю, ну больше 2 лярдов точно. Так, все, цена ап. Алексей Кондратьев. Юрий, такой вопрос. У вас в бюллетене Карпы написано, что нужно 20 лямов СП для вступления. А есть возможность договориться на меньшее количество СП? Алексей, да, есть возможность. Просто для чего такой отбор был сделан? Чтобы совсем-совсем новички не вступали, потому что они не смогут в целом в нулях находиться. Из-за того, что здесь, ну, чтобы комфортно жить и что-то зарабатывать, нужно некоторый запас по скиллам, но не обязательно 20 миллионов СП, поэтому ты можешь писать нашим рекрут-офицерам, и я думаю, примут. Я еще сбор начал только, но ЕТ2 использую, чем быстрее, тем лучше. Ты просто пишешь, вот только газ почистил и комбатки. Я думал, ты уже весь газ в целом, в принципе, собрал и получились комбатки. Так, ладно. Цена. Делаем групповой прыжок в систему. Тынч. Красота. Все пропрыгнули. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Почему 11? А вот 12. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, все 12. Все 12 отлично. Я докаюсь. Разрешение получено. Делаю перефит. От NPC пушек. Понял. У меня 2 окна. На одном перфектный Халк, на другом орка. Почти. Алексей, пиши нашим рекрутерам. Я думаю, проблем не будет. Как бы ребята приходят, да. Я такого еще не встречал, чтобы их прям не приняли, потому что нету там 20 миллионов СП. Главное, чтобы человек был адекватный, общительный.
Так, и ставим сжималочку. Все, у нас здесь этот. Кстати, давайте посмотрим, что у меня здесь по руде. Серьезно, на лярд 800? И там на 400. Тут даже на 2. На 2 400. Хорошо. Потихоньку там покопаешь, здесь покопаешь, короче. И вот так вот хорошо получается. Все, так, я жду, пока цинка погаснет, чтобы глазками ее вытащить в соседку. Хорошо, спасибо. Но смотри, тебе, допустим, с 2 лопатами орка... Ой, в 2 окна Халк и орка тебе здесь не нужна будет. Парпойка хорошо будет, да, потому что ты либо копаешь здесь на рорке, либо на парпойке. Орку, да, можешь использовать, допустим, как я сейчас чуть-чуть выше показывал, для сбора меркоцита, но только никогда не использовать сич на ней. Но тебе, если ты умеешь орку, скорее всего, у тебя и окно, которое с оркой, оно умеет какую-нибудь лопату, и тебе будет самый кайф, допустим, присоединяться к копке там под бонусами рорки, потому что в корпорации много ророк топовых, и просто ты можешь присоединяться к копке, допустим, под их бонусами. Ну и, соответственно, это будет гораздо для тебя выгоднее сейчас, допустим, в 2 лопаты копать под чьими-то бонусами. Ну, я думаю, тут уже разберешься, ребята подскажут по ходу дела, как лучше. Поэтому буду рад тебя видеть в нашей корпорации. Кстати, очень много человек, которые, посмотрев стримы, там записи стримов, пришли в корпу. Да, сейчас еще лёдик поковыряем. Будет прям кайфишка. Блин, надо будет скины взять на эти халки. Давайте пока откроем вот эти штуки. Всякие. Я жду, пока цинка потухнет. Мне надо, чтобы спокойно копать, иметь глазки в соседней системе. Ну, как бы это стандартные правила безопасности вообще в целом в копке в нулях. Где-то там еще. То есть вы должны обязательно иметь глазки в соседке, чтобы могли оперативно хотя бы спасти лопаты. Надеюсь, тебе за приведенных людей доплачивают? Нет. Такого нет. Так, все, цинка потухла. Полетел я выставляться глазками. Угу. Сейчас, если все нормуль, сразу будем вылетать. Угу. Так, все нормуль. А, у меня что-то тут обзорки нету, что ли? Ну как так? Ладно, ясно. Сейчас оттопим.
Все, можно вылетать. Полетели. Включаю варп-двигатель. Там вот в той стороне, где я сейчас все-таки копал, там пытался, да, по луне определиться. Там такая штука, что... В принципе, зачем мне вот это? Я вот сейчас вот так сделаю, и все, просто отползу. Там Терра открылась. И как бы такой проходной двор, прям немножко неприятно. Так, мне надо еще возможность сейчас тут не 4 его слушать. Угу. Так. Тормозим. Так, вроде как все хорошо. Все, мы тормознули. Давайте выставляемся. В принципе, уже можно... кстати, сейчас тынц. У нас получается радиус 34 километра. Вот мы вот это вот все сейчас подметем. $33. Вот эти будем собирать дальние. Ну, сейчас все будем копать, конечно. Угу. Так, мне надо добавить сейчас опять снова всех. Короче, не всех видно, ладно. Я думаю, мы по звуку бы услышали, если что-то какая-то была беда. Вот опять, вот это вот. Бывает вот эта вот тема, вот то как раз о чем я говорил, что падает все.
Так, тут удачно. Почему здесь так мало залочилось? Все, выставляемся потихонечку, не спеша. Нифига, а что, я пропустил одну лопату, не выставил? Ого. Я, конечно, копатель. Все, погнали. Так, вот это нужно тоже потянуть. Ну, вот это мне немножко вот, да, оно бывает по времени растягивает. Когда приходится лопатки вот эти подгонять, но в принципе не критично. Не сказать, что прям это прям проблема проблем. Нормально. Так, сразу открываем. Давайте что-нибудь поближе здесь возьмем. Угу. Ну, давайте и ближние прям тоже захватим. Так, тут придется чуть подъехать. Придется чуть-чуть подъехать. Все, можно уже. Так, подъехали. Отлично, отлично. Блин, лед тоже как бы прикольненько копать на самом деле. Тут цикл такой как бы короткий. Так. Все, сейчас эту еще одну лопатку выставляем и начинаем уже вставать в рецикл. По льду, кстати, немножко это делать проще, потому что ну, это связано с циклом, который всего 21 секунду, и по 1000 кубов она добавляет. То есть это немного облегчает. Все. Тормозим. Так, все, выставились. И теперь давайте в рецикл уже будем проставлять все лопатки. Все, погнали. Выставляемся. Погнали. Что-то мы шустриком заполнились все, капец. Так, тут я походу успеваю. Да, под цикл успел. Здесь даже еще подождем чуть-чуть. Здесь выкинем, чтобы уже в рецикл стать. Так. Ну и все. Чего? А, у меня тут лунная фигня осталась дофига. Ну как же так? Как же так же? Я почему не выгрузил? Нет, так не пойдет. А что, у нас много лунной? Блин, на 148 лямов, офигеть. Нет, ну ладно, сбросить за борт я сделаю. Все, в принципе не страшно, я слетаю, заберу потом.
Как бы это возможно будет сделать. Так, все, погнали выкидывать. Там уже мы на 50. Один неполный проход, уже 50 лямов. Это как бы... Как бы нехило вообще. Но лед тоже кайфушки. А, нифига, 189, это мы так прям нормально заполняемся. Я что-то не понял, почему так. Давайте пожмемся сразу. Там уже 107 лямов. Ну, вообще лед как бы выгодная тема, как видите. Прям очень выгодная тема. Лед, короче, выгодная тема. Я по звуку услышал, что кто-то переполнился. Но как он мог переполниться, если мы... Какой-то один стрип переполнился, что ли? Не в цикле был. Просто я уже встал в рецикл. И как бы переполняться ничего не должно было быть. А, все, я понял, как это могло произойти. Все. Ну, вот так вот по десяточке закидываем. По 10 тысяч кубов. И нормуль. Так, это вот 120 тысяч, да, по идее, должно быть? Да, 120. Сейчас еще один прогон делаем. И выгружаем. Благо, это быстро происходит. Так, что там? Десятка. Лед чем хорошо, то что все-таки после переработки тяжелая водичка. И причем тяжелая водичка как таковая, она не зря так называется тяжелая, она дофига занимает карго. И, допустим, если тебе надо по разным, в разных местах по региону тяжелой воды, ты просто берешь вот этот пожатый лед и везешь его куда тебе надо. И там где-нибудь на Татаре, уже либо в той же системе, где тебе надо, либо где-нибудь поблизости, просто там перерабатываешь и имеешь уже вот в нужной тебе локации тяжелую водичку. Так, тут какая-то странная ситуация произошла. Ладно. Сейчас вот эти восьмерочки подождем. И нам надо будет пожать. Угу. Все, давайте пожмем. Сжать. Блин, что-то честно, я хочу посмотреть по Джанис. Сколько это получается? Что-то прям совсем... Я в прошлый раз, когда копал лед, кстати, копал без айс апгрейдов. Обалдеть.
433 ляма. 346 после переработки, но лед, он ценится именно пожатый. Лед, он ценится именно пожатый. Уже на 430 лямов мы копнули. Обалденчик вообще. Так. Блин, вот этого я не знал. Мучился с этой водой. Ну вот такая, говорю, штука, что лучше брать именно пожатый лед, ну, Dark Glitter, да, в котором много этой тяжелой воды. Вести куда тебе надо и там уже перерабатывать. И тогда ты не будешь запариваться, грубо говоря, вот с этой проблематикой. Угу. Ладно, кидаем сейчас. Че, поражаться, что-то я немножко рецикл потерял. Ой. Что происходит? Немайер, привет, привет, дружище, привет. Спасибо за рейд большое. Спасибо за рейд. Блин, позднячком уже, конечно, этот. Но всех все присоединился. Я рад видеть, присоединяйтесь. Это канал о майнинге и тяжелых суровых буйнях майнера многооконника. Майер, как сегодня постримил? Все хорошо у тебя, надеюсь? Я что-то даже сегодня не заходил к тебе. Что-то я сегодня долго достаточно стримлю сам. Как в целом, как сам, как дела? Ребят, всех привет. Всем привет, всех рад видеть. Присоединяйтесь, мы еще, в принципе, покопаем. Сегодня пытались копать все подряд. У меня, короче, вообще интересные сегодня вещи произошли. Я взял в аренду несколько лун. Точнее 4. Сегодня одна из лун выходила, получается, ну, надо было взрывать ее. Это вообще первый раз я взрывал луну. Ну, в своей жизни, да, в Евке. И получился синий взрыв, то есть критовая луна. И там мы посчитали, короче, ее покопали чуть-чуть, успели там. И прикол в том, что там 1 миллиард 600 миллионов в час получается на этой луне. Ну, короче, круто. Но нам, к сожалению, не дали прям ее плотненько покопать. Сегодня именно, потому что выходной день. И очень много, так скажем, людей ищут ПВП. Просто было как проходной двор. Мы там что-то вроде попытались на флойке полетать, там подефать это все дело. Но так, короче, и не задефали. В итоге я чуть-чуть покопал меркоцит. И решил вот полететь в другую систему, покопать лед. Ну, тю-тю-тьфу, пока вроде все хорошо. Уже на 500 лямчиков копнули. Я думаю, это не предел. Да я в хай лед, да, в хай лед покопали на чили и расслабоне. Майер, ну вот я, я копаю сейчас в нулях. Ты, кстати, сейчас можешь посмотреть для сравнения, да, насколько, допустим, лед в хаях отличается от льда в нулях. Конкретно отличается. Уровень дохода, конечно, тут меня поражает. Тут как бы в нулях вообще нормально все с этим. Ребят, еще раз всем привет-привет. Юрий, тебя Архон пригласил на интервью? Нет.
Архон сегодня заходил на стрим. Так мило вообще пообщались, но именно на интервью нет, не звала. А он собирается делать цикл роликов с интервью. Блин, прикольно, вообще классная идея. Это прям шикардос было бы. Возможно, еще пригласит. Это будет очень круто. Он сегодня у Йодика брал интервью. Говорил, следующее у майнера какого-то возьмет. Но он сегодня заходил на стрим ко мне. Мы там пообщались, он как бы посмотрел. Посмотрел, как я с Соркой, допустим. Вот. Но он как раз таки попал в тот момент, когда уже начался проходной двор. И я занимался тем, что пытался прогнать нейтрала. Возможно, еще все получится. Поэтому посмотрим. Блин, у Йодика. Йодик это тот человек, который самый дорогой Кипстар строит уже несколько лет, да? Он же как больше производственник. У меня, кстати, сегодня, я говорю, день интересный. То есть я полетел копать меркоцит на бельт. Прилетаю, а там в первом же бельте конвой. Мы там еще сегодня конвой собрали на 270 миллионов. И Сагена Миксалон. Первая моя луна, которую взорвал, оказалась критовая. Синий взрыв. Офигенно. И еще сегодня ребята, днем, пока там по делам ездил, смотрю, в Discord пишут. В мой Discord, ребята, что типа, воу, ты видел? Короче, скидывают ссылку на ВК. Официальную группу ВК Евы. Официальная ВК-группа Евы. И они, короче, решили меня отметить. И прикинь, сделали пост, ссылка на мой канал. Я с ними абсолютно никак по этому вопросу не контактировал. То есть это абсолютно их инициатива. Сейчас скину эту ссылочку. Ребят, всем привет. Спасибо большое за ваши подписочки. Всех рад видеть. Сейчас скину ссылочку на ВК. Короче, вот. И, честно сказать, так было приятно. Сейчас в Twitch тоже отправлю. Ну, то есть, как бы ты вот вроде там стримишь, снимаешь ролики, да. Это как бы проходит, а потом раз, и тебе там скидывают, там, типа... Ты, говорит, ты что-нибудь, говорит, им платил за это? Я говорю, нет, ребят, ну это люди сами отметили. Короче, сегодня день крутой вообще очень. Хотя я, допустим, я подавал уже вот недавно второй раз на EVE Partner. А мне второй раз отказали. Что-то по каким-то критериям я еще не прохожу. Сказали, через 3 месяца еще раз подать заявку. Ну, посмотрим, после Нового года еще раз подам. Может быть, получится. Так, лучше сейчас по 117 тысяч после одного прогона скидывать и жать, потому что лед пожатый, он оказывается довольно-таки тяжелый. То есть у нас уже половина трюма орки забита. Палатин Кипстар. Да-да-да. Сколько у тебя окон? У меня 14 окон. Да он самый, он строит фракционный кипчик. У него 360 персонажей. Ё-моё. А цена на лед большая? Да, да. Лед очень выгодно копать. Ну прям очень выгодно. То есть вот я сейчас не копаю. Даже, наверное, полчаса не копаю еще лед. И у меня сейчас уже получилось на 645 миллионов по житоселу. Так, если репроцесснуть, то 576. То есть это после переработки.
Ну, то есть 576 я уже вот скопал, даже полчаса я не копаю. Ну, наверное, минут 15, наверное. Лед, короче, лед в этом плане выгодная штука, очень выгодная. О, тут переполнился уже. Когда успел? Так, перекидываем. Что-то я с рецикла вышел немножко. Попереполнялись у меня. Дарец, всем спасибо за фоллоу. Всех рад видеть. Присоединяйтесь. Это канал про майнинг и все, что связано с производством, с добычей льда, руды, планетарки, газа и всего-всего контента, который вот именно по производственной тематике. Так, давайте вытянем Гека и Приатор. Блин, а кого грызут-то? Сейчас посмотрим. В принципе, халки довольно-таки танкованные. И вот эту нулевую непись они держат нормально, спокойно. Просто сейчас посмотреть, если прям кого-то сейчас буду чуть продавливать. У меня на рорке всегда есть капитальная шелдрейка. И я подливаю шелды. А, ну все понятно. Иса. Исиер. Господи, где ты есть, Исиер? Вот, надо его подкачать сейчас, подкачать, а то видите, его чуть-чуть хавают. Так, все, какой-то рецикл пошел. Давайте, ребята. Не тупим. Непись нам не должна мешать. У нас должен быть четкий поставленный процесс. Все, перекинули. Там сейчас рорка разберется совсем. Так, тут все хорошо. 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 И тут хорошо. Так, что там у меня этот не отваливается? Так, все, это можно стопать. Надо пожать руду. Ха, уже наполнились. Уже, короче, не лезет. Сейчас надо будет в 2 прохода сжимать. Если полный этот конт. Еще раз прожали. Отлично. Так, что, непись мы сдули, да? Все, непись сдули. Все хорошо, все живы-здоровы. А только на 2 стримах решал, что лед невыгодно копать 40 кк час. Вас всех слушать, себя не уважать. Я строю старостно. В смысле, претендер? Я когда говорил, что невыгодно лед копать? Его невыгодно копать в Империи. А конкретно про нули я не мог такого говорить, потому что я его не копал. Понимаешь? Я всегда как бы перед тем, как что-то говорить, я лечу на стриме, копаю или там что-то делаю и говорю, выгодно это или невыгодно. Всегда с цифрами. Возможно, какой-то имперский лед я пробовал копать, и там фигня получилась. Тогда да. Но конкретно вот здесь лед в Дельве выгодный, даже выгоднее, чем гравик копать.
Ну, то есть сейчас, если вот примерно прикинуть... Блин, я... Сейчас давайте покопаем, и я скажу примерно, сколько получается по искачасу. Блин, мы уже половину трюма забили. Давай на Колю кидай нас. На Колю, на злого Херона? Он же Коля, да? Или я ошибаюсь? Не, конечно, этот рейд будет, но я просто еще не закругляюсь. Еще пока копаем. Правда, у меня уже 2 час ночи. Не, ну давайте уже Рорку забьем. Прям до талого. Прям забьем ее плотненько. И тогда уже можно будет... У нас уже 155 кубов. Пока копается, надо копать. Да, и человек вот говорит, вас, говорит, слушать, себя не уважать. Ты, возможно, где-то, говорю, старые стримы посмотрел. Просто почаще смотри, потому что пролет уже здесь было. И конкретно я разбирал прям с цифрами по льду, что к чему. Ну и то, даже в тот стрим, мне и то показалось, что довольно-таки неплохая доходность, но в том стриме у меня не было апгрейдов на лед. Я даже не знал, что майнинг апгрейды отличаются от этих льдовых. А сейчас, допустим, лопатки уже с этими апгрейдами. Получается очень нехило. Поэтому просто почаще смотреть стримеров, которые там как-то нравятся, не нравятся. Все же течет, все меняется. Я, допустим, с течением вот каждой игровой сессии открываю для себя что-то новое. И этим Вевка, блин, очень мне нравится, очень привлекает. То, что тут можно черти знает сколько лет играть и не открыть для себя какие-то игровые еще моменты. То есть постоянно открывать что-то новое. Какие-то новые механики. Это же вообще шикардос. Так, ну сейчас добьем Рорку до полного. Нет, он говорил, по сути, зачем так? Просто не каждый может копать в 10 окон. Нет, ну конечно не каждый, я ж не спорю. Я вот сегодня уже на эту тему рассуждал. Там новички пришли, спрашивали, что к чему. И один человек спросил, типа, а почему, говорит, я вот только начал играть в Еву, и мне, говорит, каждый пытается объяснить, что типа майнинг это дно. Ну, люди просто не объясняют. Понятно, что для новичка майнинг это как бы не самое такое, то, чем можно было бы там омегу проплатить и тому прочее, да, но многие считают майнинг дном. Почему? Потому что если ты берешь, допустим, просто один халк и играешь в одно окно, это естественно, что, ну, как бы, есть куча других занятий в Еве, которые будут выгоднее и интереснее, да, чем соло-майнинг. Вот, но в настоящий майнинг дело все в том, что порог входа высокий очень. Ну, то есть не нужно копать даже в 10 окон, но хотя бы в 4 окна, то есть 3 лопаты и бонусник. Но даже, допустим, прокачать 3 халка и, если мы говорим про хайсек, орку в топ, это как бы, да, сложно. А допустим, вкачать рорку
Но это вообще как бы там, если чисто по времени раскидывать, там очень много скиллов надо. Ну я, допустим, рорку заливал. Потому что это нереально. Вот ты представь, ждать, грубо говоря, там 1,5 года, чтобы сесть на рорку копать. Ну, я залил в свое время. И на стримах я это, кстати, делал. У меня на стримах есть это все. И кайфую с этого. Вот просто о том, что порог входа, да, высокий. Но теперь смотрите касательно доходности. То есть сейчас у меня 12 лопат. Они копают, ну, примерно там 1,5-2 лярда в час. То есть мне, чтобы, грубо говоря, оплатить все лопаты, мне нужно покопать, ну, где-то недельку, там, ну, дней 8-9, так, просто вечерней сессии, без задротства. То есть я, давайте так, за там 12 дней я накапываю на проплату 35 лярдов, за 12 дней копаю на проплату аков, да? И теперь получается то, что вот вы накопали на проплату аков, и последующая уже копка для вас является в доходную часть. И вот теперь вот примерно, да, какая доходность. То есть я, допустим, флотом в 12 лопат оплачиваю спокойно все 14 окон и могу за месяц, чисто вот исходя из доходной части, купить мазер в фите, там, лямов, ну, лярдов за 60. Как бы выгодная штука. А дело в том, что если мы, допустим, возьмем и покопаем, допустим, там, ну, особо не тратя на что-то, то мы можем проплатить сразу по скидке плексами там на 3 месяца, да, лопаты. Ну, а плюс у нас же, получается, лопаты выкачались, там не так много скиллов надо на эти халки. У нас открывается вопрос, что мы можем плюс эти 12 окон там вкачать. Ну, я хочу, допустим, и штары вкачать. И уже открываем для себя контент, допустим, какой-то PvE тематики расширенный, да. Ну, то есть, короче, вот этот путь многоконного майнера, как по мне, для меня он очень привлекательный. Круто. Все, я ушел к злому Хрону. Давай, пока-пока. Привет, подскажи, пожалуйста, я новичок, хочу копать в ВХ аномальку. Мне нужно качать кристаллы или можно просто без кристаллов? Нет, ты можешь просто без кристаллов копать. Зачем? Не обязательно кристаллы очень долго копать. И как бы я бы советовал, пока денег нет, первые стрипы, чтобы отходов было меньше. Набираться опыта и стремиться купить фракционные оровские стрипы. Потому что, ну, они гораздо круче и удобнее в целом. Потому что у них больше рейндж, у них нету отхода. Вот. Если ты прям совсем-совсем новичок, посмотри в сторону газа. То есть ты можешь копать газ в ВХ. И это мега выгодная тема. Это очень выгодная тема. И как бы такая штука, как цена вложений и профитность, допустим, на винтурке ты можешь так, ну, неплохо там прям зарабатывать с этого газа. А винтурка-то стоит там копейки. Поэтому даже если ты ее теряешь, эту винтурку, ты особо как бы удара по своим финансам не чувствуешь. Да, ё-моё, ну уже что-то мы прям под этот. Нормально мы уже копнули. Так, много СП ушло на залив ориентировочно? Где-то, наверное, под лямов 35-40. Это прям чтобы вот рорку в топ сделать. То есть сама рорка в 5, на прыжки в 5, на джамп-портал в 5. Калибровка, я сказал, да, уже, по-моему? Ну, короче, там этот... Потом на бонусы, вот эти вот все скиллы, там до хрена этих скиллов, в общем.
Почвень консерватории 30 минут, 15 окон, 500. Да блин, в почвень забудь. Туда Рорку гнать и Халки я не буду, потому что это... Ну, почти 100%, что их фиганут. Как запускать 5 окон на одном ПК? Больше. Есть программка If O Preview называется. Вот ее используйте, и проблем не будет никаких. Так. Только как этого достичь-то? Не понял вопрос. Чего достичь? А на баржах тоже можно копать газ? Или можно? Юрка, где твоя улыбка? Здравствуй, дорогой. Меркацит, привет, дружище, привет. Епти, 35 лямов. Рорку когда-нибудь убивали тебя? Нет, Рорку еще ни разу не убивали, а вот орок я слил достаточное количество. Первую орку мне суициднули в Империи, когда я только начинал. Это, кстати, есть на записях на YouTube канале. Прям на стриме мне суициднули. Потом я из-за невыключенных линков сливал уже, будучи в нулях. Потом я сливал орку тоже в нулях, потому что стоял в CG. Ну, короче, орок посливал много, но Рорку тут еще не сливал. Стараюсь копать сейвово, то есть прям с уровнем паранойи в 10. То есть у меня обязательно глазки на третьем экране в соседней системе. Я слежу за интелом. В общем, стараюсь максимально сейвово подходить к вопросу. Так, у нас тут уже все практически полная рорка, поэтому я, пожалуй, буду вот так выключаться. Нам еще надо забрать лунные. Да, будем потихоньку выключаться. Я имею в виду выключать стрипы, потому что мне уже просто некуда будет складывать. Мне же еще надо сейчас пожать. Вот, поэтому мы пока вот так вот собираемся. Блин, я хочу все-таки свою критоновую луну покопать, но завтра уже будем это делать. Все-таки голубой взрыв. Я не уверен, сколько живет руда, но, наверное, пару дней живет, да, лунная руда эта. Так, все, выключаем линки, выключаем Siege, хотя... Так. Так, ну все, сейчас давайте лопатки мы отправим на татарку. Линки мы выключил. Жесткий менеджмент. Да-да-да-да, есть такая тема, есть. Но это кайфово, реально. Каждая игровая сессия в некоторую такую медитацию и концентрацию превращается. Это круто на самом деле. Так, и мне надо будет вернуться, забрать вот эту вот лунную всю тему. Так, а лунная у нас руда, она не сжимается на этом. Ну ладно, мы ее там не страшно. Давайте по Жаниусу посмотрим. Что у нас там получилось? Вот мы... Чем мы копнули? А копнули мы за неполный час. Лярдик, если переработать. Да, ровно лярдик получается. Ну, лярд 33, лярд 33 миллиона. Блин, конечно, я еще на тайминге посмотрю, но примерно плюс-минус нет. Это меньше. Это минут
Минут, наверное, за 40. Чуть-чуть больше лярда копнули. Ну, вот такая доходность на льду. Хорошая. Мне нравится. Выше конфиг ПК просили. Тоже интересно. Слушай, а там же есть в описании канала на Твиче, есть конфиг. Ryzen 7 2700X процессор. 64 гига оперативки. EVO на SSD. И 3060 Ti карточка. Она тянет стрим плюс 13 окон. 14 окно у меня на отдельном ноуте. Ну, то есть, как бы не обязательно прям что-то супер-пупер дорогое, навороченное. Достаточно. То есть, если, допустим, я играю и не стримлю, у меня вообще как бы вот этих вот даже мини-фризов нету никаких. Сейчас немножко OBS-ка забирает на стрим достаточно много ресурсов, поэтому, может, если, допустим, я выиграю сейчас 3 окошка и будет 9 лопат и, ну, грубо говоря, будет 10 окон, то вообще никаких проблем нету. Сейчас бывает, нет, оно чуть-чуть бывает, подфриживает, под фризы ловится. Оперативы много окна кушают? Ну вот сейчас смотри, сейчас 13 окон. Давай я тебе сейчас скажу, сколько оперативы. Получается сейчас... ну вот вся система плюс 3. 58 гигов сейчас у меня оперативы занято. Из 64. Но получается, что кушают нормально. Ну, считаю, у тебя полностью клиент Евки. Но, ребят, всем спасибо за фоллоу. Привет, привет. Графика на главном окне на максимум. Вот на мейн окне на максимум. А на лопатках нет, графика на минимум, наоборот. Мне на лопатах она не нужна, графика на всю. Поэтому на мейн окне все, графика на максимум. То есть вы это можете все увидеть. О, как Рорка разворачивается. Так, ладненько, давайте Рорку тоже отправляем на Татару. Включаю варп-двигатель. Сейчас я выгружу лед. Вернусь обратно. Мне нужно забрать лунную руду. Я в прошлый раз забыл выгрузить ее. Клиент один устанавливается? Да, один клиент. Просто ты 14 окон запускаешь. Нет, не в окно, а Тарелкин. Это 12 халков плюс Рорка. То есть Рорка просто раздает бонусы, а 12 халков копают. Ребят, всем спасибо за фоллоу, спасибо за подписочки. Не забываем на телеграм-канальчик подписываться, на Дискорд. В Дискорде, в телеграмчике там оперативная связь вне стримов, какие-то, может быть, еще лайфстайл-видосики. Ой, хорошо. Так, ну, подытожу сегодня, да, мы копнули 500 лямов с Луны, забрали 250 лямов с конвоя, на 370 миллионов мы выкопали меркоцита и на лярд. Так, получается, короче, мы где-то примерно 2300 сегодня сделали. Неплохо, неплохо. Тарелкин, да нет, Рорка сейчас копать есть смысл только большие камни на R8 лунах. Потому что она копает экскаваторами, которые, наверное, процентов 80 руды, которая в космосе находится, превращают в труху. Ну, просто-напросто... так.
Сейчас я секунду переброшу. И полечу, заберу еще лунную руду. Угу. Включаю Так, все, варп сейчас я 200. полечу, еще заберу лунную руду. Там на 150 лямов ее. Я что-то просто... Мы луну копали, там резко прилетели нейтралы, и я... В зоопарке просто улетел оттуда и забыл выложить. Угу. Ну, нормально, получается, очень много времени заняло сегодняшняя вот эта тут борьба с нейтралами. Плюс мы очень долго ждали, сидели и так далее. Если бы мы сегодня копали луну все это время, да, я думаю, у нас бы получилось, наверное, уже, наверное, лярдов под 6, под 7 закрыть. Но я надеюсь, завтра понедельник, не будет вот этих вот проходного двора. И завтра мы эту луну нашу критовую покопаем прям вдоволь. И посмотрим именно на топовый майнинг. То есть я заведу отдельный стрим. И именно назову его «Копка синей луны». Критованной синей луны. Там получается лярд 600 в час примерно, да? И если мы фигачим часов 5 копки... Бля, 4 о нейтрал. Надо аккуратненько сейчас смотреть. То есть получается, если мы 5 часов к ряду фигачим, мы должны где-то 8 лердов за стрим закрыть будем. За 5-часовой стрим. Ну, надеюсь, все получится, посмотрим. Два-три таких стрима, и я уже все, я оплачиваю лопатки. 4О2 уже. Так, все, быстренько забираем. Забираем. Быстренько забираем. Быстренько забираем. Все. Включаю варп О, 200. 148. Это, кстати, по Джанису даже больше. Вот, блин, единственное, что когда в нулях 170 получается лямов. А, нет, 211 после репроцесса. Все. Она же критовая. 211 лямов лежит сейчас в карго. Это тоже там копается буквально там за... Блин, ну я не знаю, минут за 5. ВХ на Гнейс, да? Блин, нет, ВХ я только газ, но опять же, я вот недавно летал в соло, на 700 лямов газа накопал, блин, прилетела собра, забублила, и весь мой флот фигакнуло. Но благо я был на Парпойсе и Вентурке. Не так страшно потеря. На месяц или на пару месяцев? Нет, 35 лярдов получается оплатить 14 окон на месяц. Ну, грубо говоря, там большие скидки от 3 месяцев. Если, допустим, заморочиться и месяцочек покопать, прям так основательно, то можно оплатить на 3 месяца сразу. По скидкам. А это уже как бы, ну, прикольно будет. А эту руду же сжимать нельзя? Нет, нельзя. Ну, у меня тут ее не пожатой. Ну, 164 куба. Я потом ее пожам, потому что я все равно полечу завтра на Луну. То есть на сегодня я уже здесь летом как бы завязываю. А завтра я полечу на Луну копать на стриме. И сразу там на Луне и пожмем. Вопросов нет.
До Prime надо заморочиться и оплатить все на 12 месяцев. Вот там из Халков СП выкачивать и продавать. Ну, тоже как вариант, потому что либо Халков вкачивать куда-нибудь, что-нибудь в сторону Иштаров, там можно, короче, дофига. Ну, считай, у тебя 12 окон дополнительных. Как минимум ты планетарку там прокачиваешь в первое, да, чтобы, ну, прям производственные линии свои закрывать хорошо. Вот, а во-вторых, ты занимаешься как бы... Ну, много чего, короче, можно сделать. Но это реально, короче, очень кайфово иметь много окон. Так, ребят, в общем, на этой нотке будем заканчивать. Сегодня, блин, офигенно вообще покопали, даже с учитывая то, что в регионе было неспокойно, проходной двор, но мы покопали сегодня и Луну, и Мерк, побывали на битвах, и покопали лед. В целом, сегодня за стрим я собрал где-то порядка 2,5 лярдов. Это если вот именно руду всю продать. А если не продавать, допустим, пустить в производство, то еще больше. Всех рад видеть всегда на моих стримах. Вы, блин, вообще супер. Сегодня прям и настроение задали мне. И всех рад приветствовать, кто сегодня только подписался, кто меня видит впервые. Жду вас завтра на стриме. Я здесь снимаю, еще раз говорю, стримы про майнинг, все, что связано вообще с добычей ресурсов, производство, планетарочку и тому прочее. Вот, ну а на этой нотке будем прощаться. Twitch, не отключайтесь, сейчас я вас зарейджу куда-нибудь на злого Херона, к примеру. Ну и всем пока-пока. Обнял, приподнял до хруста. Пока-пока и до новых встреч. Что-то все экраны перепутал. Все, ребят, всем пока-пока. Сейчас будет рейд. Тебе какой-нибудь фит на без РСС пробки, деньги на ветер. Блин, ну я могу взять с собой эти, как их. На самом деле я могу взять РСС пробки, они у меня даже есть. Что тут у нас? Медиум абиссальные. Ну ладно, сейчас мы найдем какой-нибудь. Коверты, конечно, будем делать коверты. Так, окей. Окей.